Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Если вы не подпишетесь на мой канал за секунду и не поставите лайк. Секунда прошла. В мире, где ярко-синие волосы определяли его уникальность, Рейку Ичиго появился как сын главаря банды, которого боялись. Окруженный верными членами банды, которые приветствовали его как очевидного наследника и молодого хозяина, истинные желания Ичиго лежали в другом месте. Он страстно желал вырваться из тисков якудзы и избрать другой путь, связанный с академическими достижениями и респектабельной работой государственного служащего. С непоколебимой решимостью Ичиго стремился идти по прямой и узкой дороге, высоко держа голову под лучами яркого солнца. Посреди шумного обеденного зала кто-то неожиданно появился, нарушив тишину. Отец Ичиго, грозный главарь банды, вошел с суровым выражением лица, намекая на предстоящий серьезный разговор. Зловещее послание эхом отозвалось в голове Ичиго, оставив у него неприятное чувство. Неуверенность заполнила комнату, пока он готовился к предстоящему обсуждению, в глубине души зная, что чем бы оно ни закончилось, на горизонте маячат неприятности. В обычные дни его забирали из школы 5 членов банды, которые постоянно говорили ему, чтобы он был осторожен с другими конкурирующими бандами. Он так устал от этого кровавого мира, что ему срочно нужно было сбежать от своей семьи, чтобы жить мирной и спокойной жизнью. На школьном дворе он продолжал играть с медальоном, обещанным девочкой, у которой был ключ 10 лет назад. С тех пор у него не было девушки, и ему не хватало смелости ухаживать за ней. В тот же день ученица-переводчица опаздывала на занятия, поэтому она перепрыгнула через школьный забор и приземлилась коленями на лицо Ичиго. Она извинилась, и когда начался первый урок, их учитель представил Киридзаки Читоги, который вырос в Соединенных Штатах. Как только они заметили друг друга, в комнате воцарился хаос, и эти двое начали драться друг с другом, как дети, которые всегда ненавидели друг друга. Сидя рядом с ней, Ичиго заметил, что потерял ожерелье, поэтому попросил ее пойти и найти его, так как оно частично принадлежало ей. Виноват. На уроке японского языка Читоги с трудом справлялся с учителем. Она выросла в Соединенных Штатах и, несмотря на свободное владение японским языком, все равно не могла делать все записи. Так что Ичиго написал все это за нее, но она не была заинтересована в его помощи. На следующий день, когда Ичиго гулял с Анадерой, она не удержалась и спросила о медальоне, которым он очень дорожил. Каким-то образом она что-то знала об этом, но не могла набраться смелости рассказать. Затем, как только Читоги прошел мимо него, он почувствовал ностальгический запах, но не смог определить, какой именно. В тот момент Читоги прямо указал, как он дорожит такой вещью, в то время как другой человек, которому он дал обещание, возможно, уже забыл о нем. Ичиго знал, что она была права, но, похоже, она вообще ничего не понимала, поэтому он накричал на нее, не сдерживаясь. На следующий день был полдень. Анадера сказал ему встретиться с Читоги. Когда он это сделал, она швырнула ожерелье ему в лицо, словно пытаясь попасть в цель. Читоги потратил время на то, чтобы найти его, пока его не было рядом. Хотя она и просила Анадеру не говорить ему об этом, Анадера просто хотел рассказать об этом Ичиго. Ичиго понял, что Читоги был прав насчет того, насколько глупо было заботиться об ожерелье, если не было возможности снова встретиться с этой маленькой девочкой. Анадера, с другой стороны, сказал ему, что даже если маленькая девочка его не помнит, он все равно должен дорожить им, потому что это было обещание. Ичиго заверил ее, что он не забудет обещание, данное этой девочке, и как только Ичиго ушел, Анадера взял ожерелье. Если быть точным, ключ. Значит, все это время это была она? Вернувшись домой, отец Ичиго познакомил его с девушкой, с которой он должен встречаться в течение следующих 3 лет, чтобы предотвратить начало войны между двумя бандами. Очевидно, эта девушка была дочерью старого друга его отца. В тот момент, когда он увидел Читоги, все встало на свои места. Почему она перевелась в такое странное время, почему она неохотно рассказывала о своей семье и почему от нее пахло пороховым дымом? Это ссора между двумя влиятельными семьями в городе. Может ли это стать началом новой истории Ромео и Джульетты? Читоги была дочерью гангстера, в то время как Ичиго был наследником якудзы. Банды Ули и Шуй преследовали друг друга. Чтобы предотвратить войну, Шатоги и Ичиго должны показать, что они очень привязаны друг к другу. Клод, высокопоставленный член Улья, перелез через стену и обвинил Ичиго в похищении Читоги. Однако два босса из разных банд объявили о своих отношениях, чтобы положить конец хаосу. Все еще не понимая, что происходит, Ичиго сказал всем, что не будет встречаться с девушкой-гориллой. А потом мимо него просвистела пуля. Это был Клод, который слишком опекал Читоги. С другой стороны, Читоги называет Ичиго бобовым ростком, из-за чего самый высокопоставленный член группы чуть не отрубил ей голову. Все уже подозревали об их отношениях, так что у них двоих не было другого выбора, кроме как притвориться, что они безумно влюблены друг в друга. Члены банды Ичиго, казалось, поверили им, но Клод нет. Когда они остались одни на улице, Ичиго поблагодарил ее за то, что она нашла ожерелье с медальоном. Он объяснил, что подружился с девушкой, пообещав, что они обязательно встретятся снова. На следующий день Читоги пришел в дом Ичиго вместе с Клодом, чтобы пойти на свидание. Поскольку они раньше ни с кем не встречались, они изо всех сил пытались вести себя как настоящая пара,
не говоря уже о том, что члены их банды продолжали следить за ними. Ичиго придумал романтические свидания, о которых он фантазировал со своей давней пассией Анадерой. Да, Анадера нравился ему долгое время, но у него не хватало смелости признаться в этом. Из всего, что они делали, от свиданий за чашкой кофе до просмотра фильмов, Читоки постоянно жаловался на все подряд и даже спал в кинотеатре. Однако на короткое мгновение Ичиго осознал, что она была милой, когда спала. После фильма Читоги попросила его сходить за газировкой, потому что ей хотелось пить. Когда он уходил, к ней приставали какие-то головорезы. Она уже собиралась ударить их, но Ичиго вернулся и оттащил ее прочь. В парке Ичиго начал читать ей нотации, чтобы она не тратила свою энергию на людей, которые этого не заслуживают. Читоги на мгновение покраснела и призналась, что их первое свидание было не таким уж плохим. Ичиго, с другой стороны, осознал, что это был его первый раз, когда он держался за руки с девушкой. Читоги извинилась и пошла в ванную. Впервые в своей жизни она позволила мужчине вести себя за руку. Она была не против, но не могла не чувствовать себя немного неловко. Пока Ичиго ждал снаружи, он в отчаянии выпалил, что было бы проще, если бы он встречался с Анадерой. Внезапно Анадера окликнул его по имени, чтобы встретиться с ней лицом к лицу. Именно в этот момент он понял, что она это услышала. Тем временем, находясь в ванной, Читоги услышал, как бандиты говорили о том, насколько подозрительными были их отношения. Так что она изо всех сил старалась притвориться, что они влюблены друг в друга перед Анадерой. Ичиго был холоден как камень и вообще не мог пошевелиться. Тоги продолжал говорить ему, что он должен поладить, но перед своей пассией он не мог, поэтому отрицал все об их фальшивых отношениях. Читоги наступила ему на ногу и попрощалась с ними обоими, потому что ей еще нужно было выполнить кое-какие поручения. Когда они остались одни, Ичиго попытался объяснить, что это была просто подделка, но Анадера был убежден. Ичиго подумал, что сейчас самое подходящее время спросить ее о медальоне. Ему было интересно, видела ли она его когда-нибудь раньше, когда была моложе. На мгновение глаза Анадеры расширились, но она по-прежнему отрицала это. Затем она оставила Ичиго в парке. Когда Ичиго нашел Читоки, он протянул ей пирог с фасолевым джемом, потому что ему было жаль того, что он сделал. Тем временем Клод был убежден, что эти двое просто притворяются, и он сделает все, чтобы раздавить Ичиго. Ичиго очнулся ото сна, когда впервые встретил эту девушку 10 лет назад. Он продолжал ворочаться в постели, потому что не мог вспомнить ее имени. Когда он шел в школу, Читоги окликнула его по имени с противоположной стороны улицы. У нее были темные круги под глазами, как у мертвеца, поэтому Ичиго спросил об этом. Случилось так, что когда она вернулась домой со свидания, ее засыпали множеством вопросов. Они думали, что школа — это место, где они могут расслабиться из-за своих фальшивых отношений, но даже Клод продолжал следить за ними снаружи. Вместо того, чтобы все прояснить, чтобы их одноклассники не поняли неправильно, у них не было другого выбора, кроме как вести себя как голубки и в школе. Ичиго был один в коридоре, когда к нему подошел Анадера. Он подумал, что это его шанс прояснить отношения с Шутоги, но он не хотел, чтобы она думала, что она ему нравится. Она ему нравилась, но он не был готов признаться в этом, поэтому вместо этого он заговорил о чем-то другом. Анадера начала хвалить его за те мелочи, которые она замечала. Она подумала, что это может быть причиной того, что он нравится Читоги. Внезапно кто-то толкнул Анадеру сзади, и ее ключ упал на пол. Ему потребовалось некоторое время, чтобы понять, что это был не просто обычный ключ от дома, а ключ от чего-то подобного. Это был медальон. Анадера поднял его и сказал ему, что это ключ от его книжного шкафа дома. Из-за своей паники она бросилась домой, оставив Ичиго в замешательстве и беспомощности, думая, что Анадера могла быть той девушкой, которую он встретил тогда. На следующий день Читоги и Ичиго продолжали притворяться, что они влюблены друг в друга в школе. Когда Ичиго вышел из туалета, он заметил, как Читоги пытается общаться с другими одноклассниками. Читоги сказал ему, что Клода не будет сегодня днем, потому что ему нужно кое над чем поработать. И поэтому Ичиго почувствовал облегчение от того, что он может поговорить с Анадерой обо всем. Ичиго посоветовал ей поговорить с кем-нибудь из близких, чтобы облегчить тяжесть их положения. Но Читоги занял такую позицию, что он запутался в том, что сказал не так, и поэтому он пошел к своему лучшему другу и рассказал об этом. Его друг заметил, что он никогда не видел, чтобы Читоги вел себя дружелюбно с кем-то конкретно, кроме Ичиго. Из этого был сделан вывод, что ей было трудно с кем-либо сблизиться, и поэтому он пошел навестить ее в классе. Он случайно подслушал, как несколько девочек в их классе говорили о том, что Читоги, казалось, возводила стену всякий раз, когда они разговаривали с ней. Но что касается Ичиго, то с ней все было в полном порядке, так что они подумали, что она, возможно, на самом деле смотрит на них свысока. Ичиго эта идея не понравилась, и он зашел в комнату и увидел, что Читоги что-то пишет в своем блокноте. Она читала это вслух, как будто пыталась запомнить интересы своих одноклассников, чтобы общаться с ними. Это заставило Ичиго задуматься о том, как он начинал свои дни в школе. Учитывая, что они оба происходили из не совсем обычной семьи, им было трудно с кем-либо дружить. И поэтому Ичиго заверил ее, что все в порядке и что он поможет ей с ее записями. Она была раздражающей, но он полностью понимал, что она чувствовала. Тоги объяснил, что они просто разыгрывали представление, и она не обязана была все время вести себя с ним мило. Анадера случайно услышал это, и она все время думала, что означает это представление. Если бы это было не из-за Клода, Читоги и Ичиго не пришлось бы притворяться, что они влюблены. Но благодаря этому история любовного треугольника продолжается.
С того дня, как он помог ей с записной книжкой ее друга, все сложилось хорошо, и Читоги сумела интегрироваться в общество. Класс. С тех пор, как их классный руководитель помог им поливать сад, Ичиго понял, что Читоги стал чаще видеть ее улыбку. Она заметила, что он пристально смотрит на нее, и назвала его извращенцем, что заставило Ичиго подумать, что она совсем не изменилась. Тем временем Анадера и ее подруга Миямото просто наблюдали за ними через стеклянный коридор. Миямото знала, что она влюблена в него, и несмотря на то, что у Ичиго была девушка, она была убеждена, что парень неравнодушен к Анадере. И поэтому она инициировала групповое исследование в доме Ичиго. Ичиго был гораздо более благодарен Анадере за то, что он был в ее комнате вместе с Миямото, Мако и Читоги. Но всякий раз, когда он смотрел на нее, она отворачивалась от смущения. Тем временем Читоги была так взволнована, что не могла перестать кружить вокруг Ичиго, потому что никогда раньше не была в учебной группе с друзьями. Затем принесли чай, и Ичиго принял его, когда Анадера тоже попытался помочь, и их руки соприкоснулись. Чай расплескался из-за возникшего напряжения. Когда они делали домашнее задание, Анадере было трудно решать математические задачи, и поэтому она спросила Миямото, но та сказала, что это выходит за рамки ее знаний. Вместо этого она попросила Ичиго помочь ей. Ичиго чувствовал давление из-за присутствия Анадеры рядом с ним, но Шитоги привлек к себе всеобщее внимание и вместо этого научил ее. Шитоги была отличницей в учебе еще в Соединенных Штатах, и поэтому она была более продвинутой, чем другие. Затем Шитоги спросила Анадеру, нравится ли ей кто-нибудь, но она сказала, что нет. Для Ичиго это была хорошая новость, так что он мог заполучить ее. Шитоги, казалось, забыла об их притворстве, когда начала говорить о романтических отношениях. Все повернули головы, и как только она поняла, что натворила, она сказала им, что это была шутка. Ичиго даже помог ей скрыть ее ошибку. Потом Мейка спросила, как далеко они зашли, и Ичиго вытащил его на улицу. Мейка с самого начала знал, что это притворство, но он просто хотел подразнить их. Однако он сказал ему, что Анадера в него влюблен, и поэтому было бы лучше рассказать ей об их секрете. Тем временем члены банды были разочарованы тем, что их молодой хозяин не зашел слишком далеко с Читоги, и поэтому они обманули их и затолкали внутрь склада. Читоги боялась темноты, поэтому у нее не было другого выбора, кроме как прижаться к его спине. Именно тогда он заметил, какие красивые у нее глаза, в которых блестят слезы, какие у нее длинные ресницы и какие блестящие и мягкие губы. Он почувствовал запах шампуня, которого никогда раньше не чувствовал, и тепло, исходящее от ее тела. В этот момент он понял, что она действительно горячая штучка. Как раз в тот момент, когда он был полон решимости отдать свое сердце Адере, он впервые подумал о Читоги как о девушке. Читоги заметила лестницу, но Ичиго проигнорировал ее идею обратиться за помощью извне, потому что не мог оставить ее одну в темноте. И вот Читоги начал расспрашивать его о том, что он чувствует к Анадере. Ичиго начал говорить, и она заметила, что когда речь заходила о Анадере, он начинал много говорить. Но потом они начали спорить о том, что не хотят целоваться. Читоги встала и споткнулась. Она упала на Ичиго в неудобной позе. Они смотрели друг другу в глаза, приказывая двигаться, но никто этого не сделал. Внезапно Клод открыл дверь и увидел их, как будто они что-то делали. Анадера и Миямото тоже увидели их и поспешно отправились домой. Читоги подумала, что он обладает искупительными качествами, или все это было только в ее воображении. Ичиго уже собирался войти в комнату, когда услышал, как Миямото рассказывает о ключе Анадеры и мальчике, которому он дал обещание 10 лет назад. Он никак не мог осознать услышанное, все еще не веря, что это действительно она. С другой стороны, Миямото был полон решимости выяснить отношения Ичиго и Титоги, чтобы Анадера был счастлив быть в отношениях с Ичиго. Миямото попросил Титоги и Анадеру присоединиться к женской команде по плаванию, потому что у них не хватало членов. Однако Ичиго также попросили научить Анадеру плавать. Читоги заметила, насколько по-разному он относился к ней и Анадере. С Анадерой обращались мягко, в то время как он был очень суров с ней. Миямото спрашивал о том, что произошло на складе, но Ичиго все прояснил. Анадера знал, что Миямото сделал это для того, чтобы она не слишком задумывалась об этом. Итоги выгнали с должности инструктора Анадеры, потому что она была слишком продвинутой. Так что Ичиго начал со снов. Он ничего не мог с собой поделать, кроме как намеренно утопиться, когда понял, насколько горячим было ее тело. Он знал, что хочет, чтобы она стала его женой. Когда Анадера пошел купить чего-нибудь выпить, Ичиго увидел ключ и попытался открыть им свой медальон. Он вспомнил об обещании, которое дал ей, и о том, что они поженятся вместе. Девочки вернулись и застукали его с ключом от шкафчика Анадеры, и они решили, что он какой-то извращенец. На следующий день все выстроились в очередь к спортсменам, чтобы подписать его. Эти двое не могли удержаться от того, чтобы не поссориться на глазах
глазах у всех, и поэтому Миямото заподозрил, что они могут быть не настоящей парой. Когда началась гонка, Анадера использовала кикборд, так как еще не освоила плавание. А потом вдруг кто-то закричал, что тонет женщина. Это был Читоги. У нее свело ноги, и она не могла всплыть на поверхность. Не задумываясь, Ичиго прыгнул в бассейн и схватил Читоги. Несмотря на то, что она дышала, Мака сказала Ичиго сделать искусственное дыхание. На него оказывали давление, чтобы он поцеловал ее на глазах у Анадеры, и ему потребовалось некоторое время, чтобы сделать это. Но затем Читоги очнулся и ударил его по лицу. В конце концов, Миямото пришла к выводу, что у них обоих были хорошие и плохие отношения, что приводило ее в еще большее замешательство. Она начала указывать на ключ Адеры, который принадлежал кому-то, с кем она познакомилась 10 лет назад. Как друг, он посоветовал не думать о мальчике слишком много, а сосредоточиться на текущей ситуации, в которой она оказалась. С Читоги было нелегко бороться. Во время обеда Миямото и Анадера задались вопросом, что за семья у Читоги, потому что она казалась богатой со всеми дорогими продуктами, которые у нее были. Затем Читоги выпалила, как сильно она ненавидит Ичиго, но Анадера сказал ей, что это он спас ее в бассейне. Излишне говорить, что она должна была поблагодарить его за то, что он сделал. Она пыталась это сделать раза 3, но так и не смогла произнести слова «спасибо», и они просто продолжали спорить друг с другом, как кошки с собаками. В итоге она каждый раз била его, и тогда она сказала Миямото и Анадере, что не может этого сделать. Миямото вышел вперед и спросил ее, действительно ли они встречаются. Читоги уже собиралась сказать «да», но потом вспомнила, что Ичиго говорил ей о том, что нужно доверить кому-то тайну, чтобы ей не пришлось таскать все это с собой. После этого Читоги ушла, оставив Миямото и Анадеру наедине. Анадера раньше всех поняла, что это ее единственный шанс. Вернувшись в сад, Ичиго понял, что Читоги просто пыталась поблагодарить его за спасение ее жизни, но, как всегда, это закончилось ссорой. Когда Читоги уходил, он нашел свой медальон на полу. В классе Ичиго и Анадера были одни, но перед уходом Миямото сказала ей, что это идеальный шанс признаться в своих чувствах. Всегда такой наивный Ичиго подумал, что у нее жар, потому что она внезапно покраснела. Ичиго собирался купить какое-нибудь лекарство, но Анадира схватила его за руку. Медленно, очень медленно, она собиралась сказать ему правду, но бейсбольный мяч ударился о стеклянную витрину, пролетев между ними. Ичиго ушел, чтобы снять возникшее напряжение, но даже если бы она призналась, для него это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. Миямото пригрозил ей, что их отношения закончатся, если она не сможет сделать это во второй раз. Вернувшись в комнату Читоги, она задавалась вопросом, почему Ичиго продолжал терять медальон, если он что-то значил для него. Мгновение спустя она пришла к нему домой и отдала ожерелье с медальоном. Он был благодарен ей за то, что она нашла его и вернула ему. В ее машине водитель спросил, сообщила ли она ему, что починила его. Она не потрудилась сообщить ему об этом, но Ичиго заметил это. Говоря об обещаниях, Читоги дала обещание одному мальчику, когда была маленькой, и это было похоже на его историю. Она все еще помнила, что сказал мальчик, и это была влюбленная сваша. История становится все более и более запутанной. Первый, у Анадеры есть ключ, и теперь у Читоги есть кто-то, кому она дала обещание. Кто из них кто? В школе было утро, и все девочки кричали, когда внутрь вошел человек в мужской форме. Его звали Сугуми Сахихира, он был студентом-переводчиком, но кто знал, что он был близким другом Читоги. По приказу Клода ему было поручено расширить знания на их базе. Затем Сугуми представился Ичиго. Он был взят Клодом как сирота и стал товарищем Читоги по играм. Это был обет, но Цугуми продолжал демонстрировать свою привязанность к Читоги на глазах у Ичиго. Мэйка дразнила его по этому поводу, но Ичиго, казалось, было все равно. Когда Читоги пошел в ванную, Цуми попросил Ичиго поговорить о чем-то на крыше. Цугуми задал ему вопрос о том, как сильно он любит Читоги и готов ли умереть за нее. Цугуми был опытным наемным убийцей, который носил с собой оружие. Каким бы беззащитным он ни был, у Ичиго не было ни единого шанса. Цугуми начал сомневаться в его намерениях по отношению к банде Улья. Поэтому он вызвал его на дуэль на заднем дворе школы, чтобы доказать, что он любил Читоги больше, чем Ичиго. Осознав свою потерю и людей, которые будут преследовать его, Ичиго смело заявил, что Читоги его девушка, и никто не должен отнимать ее у него. Читоги случайно услышала все это, когда собиралась открыть дверь. Читоги разрядила атмосферу, но Цугуми была настроена решительно, и дуэль должна была состояться позже во второй половине дня. 10 лет назад Цугуми пообещал Читоги, что он станет сильнее, чтобы защитить ее, так что было бы пощечиной позволить беззащитному Ичиго заполучить Читоги на его стороне. Когда Цугуми ушла, Ичиго знал, что Читоги не на его стороне, но она сказала ему не лгать против него. Это удивило Ичиго. Думаю, у него не было другого выбора, кроме как стать мужчиной. Когда началась дуэль, было уже 5 часов пополудни. Ичиго бежал так быстро, как только мог, когда Цугуми взвалил ему на спину кучу оружия. Читоги знал, что Цугуми не станет драться голыми руками. Это было больше похоже на погоню, чем на дуэль. Ичиго дал ему понять, что Читоги не какая-то девица, попавшая в беду и ожидающая своего рыцаря в сияющих доспехах. На мгновение Сугуми понял, что он был прав, но это разозлило его еще больше. Погоня спустилась
спустилась в бассейн с 3-го этажа. Все беспокоились за них, но потом Ичиго вытащил Сугуми, которая лежала без сознания. Он отнес его в мужскую раздевалку и снял с него штаны, чтобы он не промок в мокрой одежде. Когда Ичиго расстегнул его рубашку, Цуми проснулась и лихорадочно прикрылась. Оказалось, что Цуми была девушкой, которой просто нравилось носить мужскую форму, чтобы быстро реагировать на ситуации. Мако закричала за дверью раздевалки и уже собиралась войти. Они оба запаниковали, не зная, что делать. Когда Шутоги открыл дверь, внутри никого не было. Она была уверена, что слышала голоса. Ичиго и Цугуми прятались внутри шкафчика, прижавшись друг к другу. Цугуми начала рассказывать, что понятия не имеет, почему люди всегда принимают его за мальчика. Ичиго извинился. Если бы он знал, что она девочка, то ему не нужно было раздевать ее и находиться внутри шкафчика, прижавшись друг к другу. Цугуми начала волноваться, когда поняла, что проиграла кому-то, кто ниже ее по положению. Она начала сомневаться в своих способностях защищать ее до конца. Ичиго был удивлен, что она вела себя по-другому, а не агрессивно. Ичиго начинал нервничать из-за того, что их тела становились все ближе друг к другу. Он постоянно напоминал себе, что его пассия Анадера, но все, что он мог видеть, это ее грудь. У Цугуми не было другого выбора, кроме как ударить его по лицу. Но что касается Цугуми, то она не возражала, чтобы с ней обращались как с мальчиком, поскольку она уже давно перестала быть женственной, просто чтобы защитить Читоги. Ичиго думал, что у нее большая талия, потому что она выглядела очень мило. За всю ее жизнь никто никогда не говорил ей, что она симпатичная, до этого самого дня. Читоги услышала шум раньше и открыла шкафчик в тот момент, когда Ичиго похвалил Цугуми. Ну, очевидно, Читоги снова ударил его за то, что он такой извращенец. Когда у Цугуми появилась возможность все объяснить, появился Мако и сказал Ичиго, что он напишет письмо с извинениями их консультанту за использование бассейна без разрешения. Ичиго извинился перед Читоги и пошел дальше. Цугуми, с другой стороны, признала, что проиграла ему. Она поняла, что несмотря на то, что все беспокоились о Читоге, она всегда была необузданной и относилась к тому типу людей, которые возвращаются домой с улыбкой на своем грязном лице. И все же она не понимала, почему люди всегда принимают ее за парня. Поэтому Читоги нарядила ее в женскую униформу и повязала бант на волосы, чтобы она выглядела как настоящая девочка. Все присутствующие в комнате покраснели от ее привлекательности. Цугуми утверждала, что она просто пришла в школу, чтобы защитить ее и выполнить данное ей обещание. Но Шитоги забыла о данном им обещании. Это было, когда Сугуми встретил ее в первый раз и пообещал стать тем, кто сможет защитить ее. Но для Читоги она не понимала, почему Сугуми смогла вспомнить то, что произошло 10 лет назад. Когда Сугуми возвращалась домой, она снова переоделась в мужскую форму. Она не могла отделаться от мысли, что Читоги на самом деле забыла обещание, которое она дала своей первой любви 10 лет назад. Любовный треугольник – это уже слишком. А теперь у нас есть Сагуми. Клод держал таймер, пока Сугуми была с повязкой на глазах. Он проверял ее навыки и собирал пистолет. Когда ее спросили об Ичиго, она начала сходить с ума от этого, но потом вспомнила, как он назвал ее милой. Ее лицо покраснело от смущения, и Клод был сбит с толку ее внезапным поведением. Прошло уже 3 дня с тех пор, как Цугуми поступила в школу, где учились Читоги и Ичиго. Анадера думал, что она парень, но Миямото все это время знал, что она девочка. Когда Мейка вошла и сказала Читоги, какой красивой она была в тот день, Цугуми без колебаний вытащил пистолет и направил его на него. Тем временем мальчики в классе почувствовали облегчение от того, что Цугуми была девочкой, так что девочки перестали бы заискивать перед ней. Но даже если бы это было так, судя по платью, она все еще была популярна среди них. Ичиго думал, что все будет нормально, но Цугуми, казалось, слишком настороженно относился к нему, и последние несколько дней он не мог приблизиться к Читоги. Не то чтобы он хотел быть с ней, так что на самом деле это не имело значения. В саду Ичиго сообщил Читоги, что им было приказано купить еду для животных. Цугуми вызвалась сделать это вместе с ней, но в итоге Читоги отругал ее за то, что она снова надела мужскую форму. Она думала, что сможет узнать правду о том, встречаются они или нет, но к ее удивлению, Читоги привела ее в магазин одежды. И Цугуми посмотрела на нее так, как будто она была беременна, как богиня в голубом платье на каблуках и с бантом на голове. Люди продолжали смотреть на нее, и она подумала, что выглядит странно, но Ичиго снова сделал ей комплимент самым лучшим образом. В зоомагазине Ичиго понял, что когда у нее был милый вид, когда она любовалась животными в девчачьем наряде, она была совершенно другим человеком. Сугуми заметила, что он смотрит на нее, поэтому она встала, но потеряла равновесие и чуть не упала, когда он подхватил ее как рыцарь в сияющих доспехах. Когда они возвращались, Суми пожаловалась на свои ноги. Ичиго разозлился из-за того, что она не сказала ему об этом, и поэтому он понес ее на спине. Суми изо всех сил пыталась спуститься, но Ичиго не позволил ей идти, несмотря на боль. Она удивлялась, почему он так хорошо с ней обращался, и продолжал говорить ей, что она милая, хотя на самом деле он был ее врагом, и в ближайшее время ей придется избавиться от нее. Ичиго начал расспрашивать о том, сколько лет они были вместе с Читоги. К тому времени, когда им было 5 или 6 лет, Читоги, казалось, был сильно влюблен в кого-то. Потом он спросил ее о ее увлечении, но у нее его не было, и она отказалась от своей женственности
вместе, чтобы защитить Читоги. Но для него кто-то обязательно придет и полюбит ее всем сердцем. Там, в особняке, собирая пистолет, она потеряла концентрацию, когда Клод упомянул Ичиго. Она поняла, что с ней что-то происходит. В последнее время у нее было странное чувство. Физические изменения, которые, казалось, происходили только при определенных условиях. Ее пульс начинал учащаться только в присутствии определенного человека, и она чувствовала, что ее сердце разрывается на части, а лицо становилось горячим. И всякий раз, когда этот человек оказывался рядом, она запиналась на своих словах. Читоги думал, что это какая-то серьезная болезнь. В поисках ответов она обошла всех и расспрашивала об этом. Клод сказал, что ей нужно сходить в больницу, чтобы пройти обследование. Расстроенная тем, что не получила конкретного ответа, она пошла спросить Мейка, но он только рассмеялся, потому что знал, что происходит. Потом она пошла к Миямото и Анадере, и там поняла, что действительно влюблена в Ичиго. Она встретилась с Читоги и рассказала ей все об этом. Читоги, похоже, не возражала против этого, поскольку их отношения были не настоящими. Однако она не теряла бдительности. Читоги начала расспрашивать о мальчике, в которого она была влюблена, когда была еще ребенком. Ее смутила мысль о том, что она может быть влюблена в кого-то, и поэтому она сменила тему. К тому времени Ичиго проходил мимо и сказал Цугуми, что она, возможно, влюблена. Сбитый с толку ситуации, Цугуми продолжал стрелять в него из пистолета. Вернувшись в особняк Читоги, она открыла свой шкаф, чтобы найти какие-нибудь улики. Она наткнулась на кучу игрушек, но увидела дневник и открыла его. Было 21 августа, когда она снова пошла с ними поиграть. В тот день она написала, что была бы не прочь выйти за него замуж. В тот день, когда они уезжали, она собиралась дать ему обещание. Однако следующая страница оказалась пустой. Когда она подняла дневник, на пол упал ключ. Там был ключ. Однако она не знала, для чего он нужен. Когда Цугуми постучала в окно, она открыла его и попросила ее найти место, где она встретила мальчика. Но она, похоже, забыла, что их поход в лагерь состоится послезавтра. Поход был разделен на 6 групп. В автобусе Мейка составила схему, согласно которой Ичиго находится в центре между Анадерой и Читоги. Миямото, дразня, всегда толкал Анадеру, когда впереди был поворот. Не то чтобы Ичиго это совсем не нравилось, но Цугуми продолжала наставлять на него пистолет, угрожая, чтобы он не приближался к Читоги. После того, как их толкнули примерно 40 раз, им было поручено приготовить рис и карри. Читоги был еще больше рад возможности испытать что-то с друзьями. Ичиго заметил, как она приходила в восторг всякий раз, когда происходило что-то подобное. Однако Читоги не могла не вспомнить шрам, который остался у нее, когда мальчик пытался защитить ее от какого-то животного. Когда она собиралась подойти к Ичиго, она споткнулась о дерево, и таз с водой вылился ему на голову. Когда Ичиго поднял волосы вверх, Читоги заметил шрам у него на лбу. Тем временем Ичиго заметил ключ на ее ожерелье, ключ, который он где-то видел раньше. И вот Читоги спросил его, откуда у него этот шрам. Он получил его, когда был ребенком. Он сказал, что, вероятно, получил его от какого-то животного. Читоги покраснела при мысли об этом, но когда она увидела замочную скважину, то смутилась еще больше, чем была уверена во всем. Когда все были в своей комнате, они играли в карты, и тот, кто проигрывал, рассказывал о своей первой любви. Все серьезно относились к игре, чтобы не выдавать друг другу свои секреты. Но потом остались только Читоги и Ичиго. Читоги уже собирался забрать карту, когда их учитель открыл дверь и велел им готовиться к купанию. У Читоги все еще была карта с Джокером, благодаря которой она не могла говорить о мальчике, который был 10 лет назад. Они направлялись в баню, когда Клод задумал что-то, чтобы разрушить репутацию Ичиго. Читоги заметила его, но она совсем не возражала. Клод поменял женскую ванну на мужскую. Когда Ичиго погрузился в воду, Читоги остался полностью обнаженным. Читоги знала, что это дело рук Клода, но все равно запаниковала, увидев друг друга обнаженными. На Адере Миямото и Цугуми зашли в горячий источник, так что Читоги пришлось погрузить голову в воду. Ему потребовалось некоторое время, чтобы добежать до двери, но их учительница и другие девочки из класса пришли из того же места, куда он собирался пойти. Читоги не знала, что еще делать с Ичиго, поэтому она постоянно отвлекала своих одноклассников, чтобы не приближаться к нему. Сугуми заметила кого-то и ударила по раковине, отчего та раскололась пополам. Он все время прятался за Читоги, пока не нашел дыру под водой. Когда он уже собирался сбежать, Цугуми позвала Анадеру, чтобы рассказать о ком-то, в кого она влюблена. Ичиго хотел узнать, кто это был, но Читоги сказал ему просто уйти. Анадера запаниковал и прыгнул на место Ичиго, загородив дыру. Читоги изо всех сил пыталась оттащить Анадеру, но ее руки соскользнули, и Анадера врезался в Ичиго. Читоги изо всех сил старалась скрыть это, но она поскользнулась и увидела вещи Ичиго, в то время как он увидел ее. В ту ночь Читоги сказала ему прямо, если он что-то заметил. Он не мог сказать ей ничего подобного. После инцидента в женской бане прошла целая ночь. Все только и говорили, что об испытании на храбрость, которое должно было состояться ночью в лесу. Каждая пара должна была
была состоять из мальчика и девочки, так что Мако предложил свой билет Ичиго, если она когда-нибудь станет партнером Анадеры. Тем временем Миямото также хотел, чтобы Анадера стал партнером Ичиго. Жребий был брошен, и должно быть это была удача, что Ичиго оказался в паре с Анадерой. Читоги был в паре с Мейко, а Миямото в паре с Цугуми. Все шло хорошо, пока Читоги не заставила себя заменить призрака в игре. Вернувшись в лес, Читоги осталась одна с погашим фонариком. Она кричала и плакала, надеясь, что кто-нибудь придет. Нет, Ичиго снова спасет ее. Когда настала очередь Ичиго и Анадеры идти в лес, он был весь в поту, когда держал ее за руки. Внезапно Мейко и другой их одноклассник сообщили, что Читоги остался один с погашим фонариком. Не раздумывая, Ичиго бросился в лес и попытался найти ее. Когда он это сделал, она вспомнила, как в прошлом мальчик спас ее от падения в расщелину. В тот момент Ичиго улыбнулся и сказал ей, что призраку не следует плакать. Там сзади Читонги продолжал держать его за куртку. Он сказал ей, что можно называть ее первым именем, и она сделает то же самое с ним. Такое поведение удивило его. Затем она рассудила, что там в ванной девочки задавались вопросом, почему они все еще называют друг друга по фамилии, несмотря на то, что находятся в отношениях между нами. Ей сошла с рук эта неубедительная отговорка, но когда они встретились со всеми, игра уже закончилась. Цугуми предложила отвезти ее в то место, где она играла с мальчиком, но поняв, что Ичиго вел себя как парень из ее детских воспоминаний, она просто хотела забыть об этом на тот момент минутку. Вернувшись в школу, Ичиго собирался поговорить с Анадерой, но Читоги перебил его. Он назвал ее по имени, чтобы напомнить ей точное название комнаты. Анадера заметил это, так что Миямото ударила ее, потому что Шатоги опередил ее, но она не могла сделать что-то подобное с Ичиго. Как только Кирасаки ушла в подготовительную комнату, Сугуми попросила всех принять участие в планировании вечеринки-сюрприза для Читоги, так как это был ее день рождения. Итак, Миямото попросила Ичиго и Анадеру купить ей подарок после школы. Они договорились встретиться в 5 часов в кафе. В кафе у каждого, казалось, был партнер на свидании. Анадера остановилась на улице и устроилась перед витриной с тонированным стеклом. Когда она поняла, что Ичиго находится внутри, ее лицо покраснело. Затем Анадера заговорила о том, что они должны купить в подарок Читоги. Не успел он опомниться, как они уже закончили покупать подарок. Мне показалось, что время пролетело быстрее, чем могло бы быть. Анадера в некотором роде осознавал, было ли ему просто приятно быть с ней, или Миямото просто подтолкнула его к тому, что ему не нравилось. В глубине души Ичиго знал, что ему очень хочется быть с Анадерой, поэтому они вдвоем отправились в обход этого района. Они оказались в конце узкого переулка, откуда открывался прекрасный вид на море. Так случилось, что это было ее любимое место, которое она открыла для себя год назад. По какой-то причине он был счастлив, что она привела его в свое тайное место. Он был еще больше удивлен, когда никто, кроме него, не знал об этом. То, как она это сказала, было так мило, что он не мог не влюбиться в нее еще сильнее. Но когда она повернула голову и упомянула слово «обещание», это пробудило старые воспоминания. Он не мог подобрать нужных слов, но все равно сделал это. Я бы ахнул, если бы она была той девушкой, которой он дал обещание 10 лет назад. Анадера без колебаний поверила, что это она. Она извинилась за то, что отказала ему в тот самый первый момент, когда он спросил. Когда она увидела медальон, который он искал на школьном дворе, она вспомнила о мальчике, с которым обещала встретиться. У него такой же медальон, как у Ичиго. Хотя это было смутное воспоминание, она подумала, что, возможно, он и был тем мальчиком. Ичиго теперь вспомнил, как Анадера убедила его не забывать об обещании, которое он дал той девушке. Она надеялась, что он может оказаться тем самым единственным. Затем ей внезапно захотелось поцеловать его. Однако их разговор был прерван звонком его телефона. Именно Сугуми ждала их у въездных ворот особняка. Когда они добрались туда, Читоги все еще беспокоилась, что все отвернутся от нее, если узнают, что ее родители были гангстерами, но Ичиго заверил ее, что это не будет проблемой. Во время вручения подарка Миямото подарил ей роман, а Анадера вручил ей канцелярскую бумагу. Члены банды подарили ей 1000 дисков с народными песнями и годовой запас бананов. Тем временем Клод подарил ему машину Майбах, сделанную по индивидуальному заказу. Но так как у нее еще не было прав, это все равно было бесполезно. Когда Ичиго сделал ей подарок, все были полны решимости убить его. Подарком была мягкая игрушка в виде гориллы. В первый раз она искренне рассмеялась и поблагодарила его за это. Когда Ичиго решил отдохнуть на балконе, Читоги присоединилась к нему и честно призналась, что ей это очень понравится. В этот самый момент сердце Ичиго пропустило удар. Затем она спросила его, любит ли он все еще девушку, которой дал обещание 10 лет назад. Думая о Анадере, он ответил, что все еще любит. Из всех вопросов, которые можно было задать, она упомянула, слышал ли он когда-нибудь фразу «влюбленный Сази». Что это вообще должно означать? Давай выясним. Ичиго был слишком ошеломлен, чтобы ответить, но когда он это сделал, то спросил ее, где она это услышала. Читоги подтвердил, что именно он дал ей обещание много лет назад. Она рассказала ему правду о своей памяти. Удивительно, но это было то же самое воспоминание, что и у него. Прежде чем они смогли все прояснить,
Фальшивые пары начали спорить, действительно ли они были обещаны друг другу. Тогда Читоги поклялась позволить ему делать с ней все, что он захочет, даже поцеловать, если ключ откроет замок. Когда она повернула ключ, он раскололся на две части. Его надежды примерить ключ Анадеры к своему медальону, похоже, не оправдались, поскольку вторая половина ключа застряла внутри. Читоги, с другой стороны, притворилась, что никогда не надеялась стать той девушкой, которой он дал обещание. Прогуливаясь по другой стороне особняка, отец Читоги поблагодарил его за то, что он сделал жизнь его дочери более осмысленной с тех пор, как они переехали в Японию. Отец Читоги был уверен, что они поладят, так как в детстве стали хорошими друзьями. Именно в тот момент он понял, что Читоги был его товарищем по играм вместе с другим мальчиком Анадерой. Тогда они втроем проводили время, играя вместе. Но почему там было два ключа? И обе девочки дали кому-то обещание. Это обещание заключалось в том, что когда они воссоединятся, они поженятся. Но кто из них это сделал? Против этого был Анадера. Его сердце было полно радости. Но если бы это оказался Читоги, то это было бы совсем не против, так как он был влюблен в Анадеру. И это обещание было дано всего 10 лет назад, когда они были еще детьми. В школьном саду, когда Ичиго поливал растения, к нему подошел Анадера и спросил, где медальон. Его медальон чинил дядя Мако, который оказался слесарем. На лице Анадеры отразилось некоторое разочарование, так как она действительно хотела попробовать вставить в него ключ. Но до этого Дзютоги вел себя странно всякий раз, когда они притворялись влюбленными друг в друга перед всеми остальными в классе. Им все равно приходилось это делать, потому что весь день они находились под наблюдением. Когда они вернулись в класс, их классная руководительница сказала им, что они могут купить фотографии из похода, которые были вывешены на доске объявлений. Миямото указал на фотографию Ичиго, на которой они стояли спиной друг к другу. Тем временем Мако предложила Ичиго 500 иен за фотографию спящей Адеры. Он даже не задумывался о деньгах, пока мог их получить. Пока он просматривал другие фотографии, он увидел фотографию Читоги, но за ней стояла Анадера, которая собиралась переодеться. Он не стал долго раздумывать, прежде чем взять ее, потому что не хотел, чтобы кто-то еще увидел ее. Однако Анадера столкнулась с ним и увидела фотографию, но все, что она могла видеть, это Читоги. С другой стороны, он вспотел и нервничал из-за того, что она могла узнать об этом и начать называть его извращенцем. И снова сердце Анадеры жалось из-за того, что Ичиго заставил ее почувствовать, хотя это и не входило в его намерение. Когда он вернулся домой, он спросил своего отца о фотографиях десятилетней давности. Его отец сказал ему, что они просто лежали в кладовке. Наконец-то тайна, стоящая за обещанием, и девушка с ключом стали на несколько шагов ближе. Как раз в тот момент, когда мы были так близки к тому, чтобы узнать правду, ключ сломался. Однако мне все еще очень жаль Анадеру и ее поспешные выводы. Парни влюблены в тебя, девочка, просто успокойся. А что, если бы все изменилось? Анадера не мог отделаться от мысли, что Ичиго увлекся Дзитоги. Тем временем он подумывал о том, чтобы вставить фотографию Анадеры в рамку. Это довольно запутанно и для некоторых может показаться понятным, не так ли? В школе Маку попросил Ичиго зайти в сеть ресторанов быстрого питания, чтобы провести групповую подготовку к предстоящему экзамену. Ичиго учился самостоятельно, поэтому ему не нужно было присутствовать на занятиях. Но как только Мейка упомянула, что Анадера тоже придет, он тут же встал со своего места. В сети ресторанов быстрого питания Читоги была единственной, кто пришел в восторг от этого из-за богатства своей семьи. Учитывая ее статус, магазин был просто дешевым, в который ей раньше не разрешали заходить. Затем Анадера бросил взгляд на Ичиго, потому что тот казался слишком погруженным в свои мысли. Ему было трудно понять, с кем из двух девушек он дал обещание. Когда им пришло время занять свои места, Миямото предложил Анадере сесть рядом с Ичиго, чтобы он мог снова заняться с ней репетиторством. Однако Анадера отказался, потому что ему следовало сесть рядом со своей девушкой. Потребовалось несколько молчаливых разговоров о том, что что-то произошло, чтобы Анадера отказалась от своего шанса. Но она, должно быть, дистанцировалась, чтобы не получать травму снова и снова. Сугуми была подготовлена к тому, чтобы стать лучшей ученицей помимо ее физических способностей в бою, поэтому когда она заметила, что Ичиго переживает трудные времена по-английски, она наклонилась к нему поближе и объяснила проблему проще. Ичиго был сбит с толку, почему она была так необычно мила с ним в тот момент. Когда она заправила волосы за уши, его сердце бешено заколотилось. В ответ он поблагодарил ее, отчего она разволновалась еще больше. Она вернулась на свое место, а Читоги предложил перевести диалог с английского на японский. Читоги начал переводить какой-то диалог из взрослой драмы. Дерек так смеялся, что у нее даже слезы потекли из глаз. Каким-то образом Ичиго почувствовал, что от нее исходят те же вибрации, что и от девушки из его воспоминаний. Что касается Читоги, то у него не возникло такого же ощущения, что она была той девушкой. Но она знала фразу влюбленной свази и даже имела ключ к ней. Если бы только он смог найти эту фотографию, эта тайна была бы раскрыта. Ни с того ни с сего Мейка спросила его, что ему больше нравится. Конечно же, он сказал бы, что это на двойку. Но он остановил себя, когда понял, что Мейка имела в виду ванильный или шоколадный коктейль, а не его страсть.
Ему удалось одурачить всех своим неубедительным оправданием, но Анадера заметил это. Это заставило ее снова задуматься над ситуацией. Миямото спросила Итоги, что случилось с мужским персонажем в драме, и она продолжила переводить. Ичиго подумал, что она не соответствует его представлению о девушке, с которой он познакомился много лет назад. Но тогда Читоги была в той части, где перевод звучал так: «Нет, ты ошибаешься, Джордж. Я тот человек, с которым тебе суждено быть вместе». Из-за этого он поперхнулся своим напитком, все еще думая о том, что Читоги может быть той девушкой. Когда он вернулся домой, он снова начал искать коробку с фотографиями. Когда он нашел ее, перед его глазами открылся еще более запутанный сюжет из его жизни. Он был с девушкой с оранжевыми волосами, которая держала ключ, держа его за руку. Конечно же, это была не Андера и не Читоги. Когда он бросился спрашивать об этом своего отца, тот уже ушел. В школе он поинтересовался, не помнят ли девочки кого-нибудь еще из тех времен, но не смог заставить себя спросить, поскольку ни у одной из них не было четких воспоминаний об этом. Наступил полдень, и дождь лил как из ведра. У Читоги не было зонта, поэтому Ичиго предложил свой. Но ее гордость взяла верх, а вместе с ней и ноги. Она насквозь промокла под дождем, когда он остановил ее и поделился с ней зонтиком. Ичиго не хотел, чтобы она простудилась, поэтому он поделился с ней своим зонтом. Но Ичиго заметил, что большая часть зонта предназначалась ей, а его бок намокал, поэтому она толкнула его, чтобы он не промок. Эти двое продолжали спорить даже под проливным дождем, и как раз в тот момент, когда она собиралась ударить его, ударили молния и гром. Читоги стояла на ногах, сжав колени вместе. Так что они остановились у сарая неподалеку. Чтобы как-то убить время, они вдвоем посмотрели фотографии из похода. Конечно же, Ичиго был уверен, что у него дома есть фотографии Анадеры. Когда Шитоги разбирала его фотографии, она увидела, что ее фотографии спят. Он запаниковал и сказал ей, что это была шутка Мако. Она поверила ему, потому что знала, что у него не хватит смелости таскать с собой ее фотографию в таком виде. Ему показалось странным, что она так себя чувствует. Они оба снова начали спорить, но она признала, что ей начинает казаться, что иметь дело с врагом – это хорошо. По какой-то причине он тоже чувствовал то же самое. Однако Читоги просто дразнила его, и она была совершенно несерьезна. Ударила еще одна молния, и она оказалась в неловком положении, вцепившись в него руками, в то время как их лица были в нескольких дюймах друг от друга. В этот момент все замерло, пока отец Ичиго не прервал их. Он знал, что попросил этих двоих притвориться, что их отношения настоящие, но он не ожидал, что они будут настоящими. Они отдалились друг от друга и снова стали грубыми. Его отец терпеть не мог делиться информацией именно тогда, когда они стали ближе друг к другу, но этот ребенок собирался навестить его после окончания рабочего дня. Ичиго было интересно, кто же этот ребенок. Они оба застыли на месте, когда его отец сказал ему, что этот мальчик его жених. Уже сейчас трудно понять, у кого из двух девочек настоящий ключ к разгадке, но потом кто-то просто появляется в качестве жениха. Мне показалось, что девушка на фотографии, с которой он дал обещание 10 лет назад, была той же самой женщиной, которая утверждала, что является его невестой. Все стало еще сложнее, когда этой женщиной оказалась студентка-переводчица. Все в классе восхищались тем, насколько она великолепна, что даже Титоги и Анадера похвалили ее. Именно в этот момент девочка начала обнимать Ичиго, называя его своим женихом. Но он опроверг ее заявление, сказав, что у него есть девушка. Читоги схватил его за руку, и Ичиго извинился перед Марикой, потому что не мог быть с ней. Какой бы смелой она ни была, она заявила, что может сделать его счастливее, чем девочка, похожая на гориллу. Читоги пришел в ярость, когда Сугуми наставила пистолет на Марику. Сугуми была возмущена ее дерзким поведением, но потом случилось так, что отец Марики был комиссаром полиции. Так что вся полицейская команда ворвалась в комнату и разлучила всех с ней и ее женихом. В тот момент Ичиго осознал, с какими последствиями он может столкнуться, если разозлит ее отца. Весь город падет. Тогда Марика притворилась, что упала, утверждая, что она очень слаба и у нее все время будет кружиться голова, поэтому она попросила его сопроводить ее в лазарет. Ичиго знал, что она притворяется, но она просто схватила его за руку и повела за собой. В комнате медсестры Марика хотела спланировать их свадьбу, но он изо всех сил старался не поддаться на это. Потом он признался, что никогда не знал, что у него есть невеста до недавнего времени. И он совсем ее не помнил. Вдобавок ко всему, она не вышла бы замуж за парня, которого выбрали для нее ее родители. Однако Марика была постоянно влюблена в него с тех пор, как они были детьми. Она даже помнила то, что произошло 10 лет назад, ясно как божий день, и с тех пор ей не было дела ни до кого, кроме него. Когда он спросил ее, помнит ли она о своем обещании, она сделала паузу и уверенно сказала, что помнит. Его глаза расширились при мысли о ней, как о девушке из его снов, но он не мог в это поверить. Марика продолжала уговаривать его жениться на ней и начала сближаться с ним. Ичиго изо всех сил пытался остановить ее, но их голоса внутри становились все громче, и Читоги больше не мог их слышать. Она открыла дверь и увидела его верхом на Марике, в то время как последняя делала
делала вид, что им это нравится. По какой-то причине, которую она не смогла объяснить, Читоги снова ударил его. Она знала, что он не сделал бы ничего подобного, но она разозлилась, увидев их. Когда она собиралась извиниться, Марика опередила ее. Марика пригласила его на свидание, и если бы он отказался, ее отец разозлился бы. Это было как раз то, чего он не хотел. В день их свидания Миямото и Анадера переоделись, чтобы последовать за ними. Цугуми сделала так, чтобы люди восхищались ее красотой, как у модели. Она не знала, что сама Читоги тоже отправилась на задание следить за ними. В модном ресторане Марика все время спрашивала, что ему нравится в его девушке, похожей на гориллу. Он знал, что это может быть неочевидно, но у Читоги были к ней какие-то чувства. Он даже сказал ей, что они могли бы стать хорошими друзьями. Каким бы странным это ни казалось, Марика терпеть не могла девушек с длинными волосами, хотя у нее самой они были. Она встала и потащила его в парк, где они могли поговорить вместе. Ичиго показал ей их совместную фотографию, на которой они были еще детьми. Он спросил ее, была ли она той девушкой, которой он дал обещание, но Марика, как всегда, была хитра. Она просто сказала бы ему правду, если бы он порвал с Читоги. Она показала ему, как можно соблазнить его, но он был человеком чести. Он бы не поступил так со своей девушкой только из-за своих эгоистичных побуждений. Марика с самого начала знала, что за ними следят. Когда Читоги услышала о том, что он сказал, она покраснела. Но когда Марика сообщила о своем присутствии, она показала себя и объяснила, что просто проводит расследование супружеской неверности. Марика сказала ему, что они должны продолжать целоваться, даже если они этого не сделали. Это разозлило Читоги и заставило его снова улететь. Марика знала, что он последует за Читоги, поэтому она притворилась, что у нее срочное дело, и оставила свою сумку дома. Как и ожидалось, он принес ей сумку, но перед этим Марика поговорила со своей охранницей о своем хрупком теле. Он спросил его, правда ли это, но она притворилась, что не помнит, что говорила что-то подобное. Она снова спросила, что ему нравится в Читоги. Она сквернословила, у нее был скверный характер и склонность к насилию. Ичиго сказал ей, что она все неправильно поняла, потому что она была не просто такой. У нее был умопомрачительный сквернословящий характер, и она была никудышным гангстером. Она быстро выходила из себя и даже обладала силой горной гориллы. Она продолжала взрываться без всякой видимой причины, и казалось, что ее единственной целью было постоянно дразнить его. Но несмотря на это, у нее были свои цели. В глубине души она была человеком, которому он мог доверять. Но для Марики это не имело значения, пока он помнил ее, но даже самую малую частичку своей памяти он просто не мог вспомнить. Это разозлило Марику, и она показала свое истинное лицо. Она начала отчитывать его за то, что так усердно работала, чтобы превратиться в ту, которая ему понравилась бы, но он совсем ее не помнил, и это ее разозлило. В тот момент Ичиго вспомнил ее по акценту. Она была той, кого он обычно называл Мэри. Если бы он помнил ее только в таком тоне, то она должна была сделать это в первую очередь. Это было летом 10 лет назад, когда он встретил хрупкую девушку по имени Мэри. Он каждый день приходил к ней поиграть. Но когда ее отец заметил, как она к нему привязалась, он предложил им пожениться в будущем. Но в случае с Ичиго он вообще не знал об этом. Ичиго, Читоги, Анадера и Марика говорили о том, что все они дали обещание одному мальчику 10 лет назад, и что у них было 3 ключа от медальона. Один из них должно быть тот, кому он дал обещание, но Марика была слишком уверена, что это она. Между тем Ичиго в данный момент влюблен в Анадеру, и поэтому он не знал, что делать. Мэри пригласила его к себе домой, чтобы поговорить об этом со своим отцом. Читоги на какое-то время проявили своего рода территориальную агрессию, но у них не было другого выбора, кроме как пожертвовать собой и сжечь весь город. В ее доме ее отец был хорошим человеком, но страшным. В первом классе Ичиго все подслащивал, чтобы не злить ее отца, но когда они оставались наедине, ее отец был скорее защитником, который просто хотел, чтобы его дочь была счастлива. Ичиго признался, что слишком долго был влюблен в девушку, но когда его спросили, была ли это его девушка, он ответил, что она не та самая. Это немного вывело отца из себя, но он полностью понимал ситуацию. Тем не менее, в будущем ему все же следует жениться на своей дочери. Когда Ичиго вышел из комнаты, Марика была взволнована комплиментом Ичиго о том, что она такая милая, какой была. Она не должна ничего менять только для того, чтобы понравиться. От смущения Марика убежала и позвонила своему отцу, сказав, что Ичиго заигрывает с ней. Ее отец быстро отреагировал. В особняке Читоги Клод спросил ее, что случилось. Но тогда Читоги была слишком расстроена, чтобы ответить, потягивая свой напиток в бикини. Это подтвердилось. Читоги начинает ревновать. После церемонии закрытия учебного семестра Казаки подошел к Ичиго и спросил, свободен ли он на следующий день. На его лице отразилось удивление, и он абсолютно точно предположил, что она приглашает его на свидание, но он ошибался. Оказалось, что маме Казаки нужны были сотрудники на неполный рабочий день для их ресторана. Именно поэтому Казаки и пригласил его. Ичиго не мог сдержать своего счастья. Он сразу же согласился работать неполный рабочий день и неоднократно благодарил Казаки за предоставленную возможность. На следующий день Ичиго пошел в ресторан только для того, чтобы увидеть женщину
женщина устрашающего вида, которая постоянно ворчала. Это была мама Казаки. Она сразу же увидела Ичиго и спросила его, почему он здесь. У него начали дрожать колени, он начал нервничать. Он как раз собирался представиться, когда появился Казаки. Она сообщила своей маме, что Ичиго теперь работает у них неполный рабочий день. Однако, прежде чем мама Казаки согласилась на это, она потребовала, чтобы Ичиго попробовал готовить первым, чтобы понять, подходит ли он для этой работы. Мама Анадеры внимательно наблюдала за готовкой Ичиго и могла ясно сказать, что он не новичок в этом деле. То, как он готовил, смешивал и даже мыл ингредиенты, говорит о том, что он не был новичком. И Ичиго еще раз доказала это, когда попробовала его блюдо. В тот самый второй день она сразу же приветствовала его как своего нового сотрудника на полставки. Мать Казаки оставила их присматривать за магазином до конца дня. Казаки начал водить Ичиго по магазину и даже пошагово объяснял, как ему следует готовить их блюда. Пока он руководил, Ичиго похвалил ее, сказав, какая она замечательная, что запомнила все это. Она поделилась с ним, что до этого ее хобби было наблюдать за тем, как люди готовят, и именно поэтому она могла запомнить указания, но не могла их по-настоящему выполнить. Было время, когда она пробовала готовить, однако в итоге люди отравились едой из-за этого, что привело к закрытию их магазина на 3 дня. Время шло, Ичиго нравилась атмосфера магазина, и казалось, что ему понравится там работать. В магазин зашел пожилой мужчина. Это был их постоянный клиент, мистер Есина. Он пошел купить обычный товар, который покупал всегда, и даже пошутил насчет свидания с Анадерой, что заставило Ичиго кипеть от злости. Старик ушел, а он все еще не мог прийти в себя от того, как такой старик, как он, все еще может так флиртовать. Внезапно Казаки задал ему вопрос, собирается ли он по-прежнему ходить на свидание с Читагой. Удивленный услышанным, он начал оправдываться, но было уже слишком поздно. Она уже знала правду о том, что у них были фиктивные отношения с тех пор, как Читагой рассказал ей об этом. Это чертовски разозлило Ичиго, но внезапно ему в голову пришла идея. Мне пришла в голову идея признаться в своих чувствах Казаки. Но это было не так-то просто. Ему нужно дождаться подходящего момента. Внезапно позвонила мама Казаки и сказала им, что она не может вернуться домой из-за сильного дождя, вызванного тайфуном, и что им следует просто поискать магазин. Она также попросила Ичиго просто остаться в магазине, так как ему будет трудно вернуться домой, а это значит, что они оба проведут эту ночь вместе. Это сводило Ичиго с ума. В его голове возникали разные вопросы. Это было на самом деле? Стоит ли ему это делать? Однако, сколько бы он об этом ни думал, это все равно было неправильно. Он не мог просто так провести ночь в доме девушки, когда она была совсем одна. Он вышел на улицу, пытаясь вернуться домой, но ветер был такой сильный, что он даже не смог продолжить путь. Казаки все это время пыталась успокоиться и взять себя в руки. Пытаясь завязать разговор, она внезапно попросила его поговорить и решить, что делать дальше. В ее комнате. В тот момент, когда они зашли в комнату, в ней воцарилась тишина. Внезапная ситуация, подобная этой, сильно подействовала на нервы им обоим. В обычной ситуации у них не возникло бы никаких проблем с общением друг с другом, но в тот раз все было совсем по-другому. Осознав ситуацию, в которой они оказались, Ичиго спросил ее, сохранился ли у нее их ежегодник за 9 класс, пытаясь найти тему для разговора. Пока мы с удовольствием рассматривали фотографию в ежегоднике, дождь внезапно прекратился, что означало, что Ичиго должен был вернуться домой. На его лице было написано разочарование, и почему дождь прекратился именно в тот момент, когда они наслаждались временем, проведенным вместе. Он хотел остаться подольше. Когда он собирался идти домой, он задавался вопросом, когда же ему удастся снова поговорить с ней, ведь работа на неполный рабочий день была всего лишь на этот день. Именно поэтому он смело попросил ее адрес электронной почты и безумно улыбался по дороге домой. Зная, что наконец-то может поговорить с девушкой, он любит получать сообщения по электронной почте в любое время. В день фестиваля, пока другие подростки развлекались у киосков с едой и играли в игры по всему району, Ичиго помогал с лотками с едой. В процессе приготовления он начал упаковывать закуски для ребят с других прилавков, что заставило других ребят восхищаться его заботливостью. Пока он шел раздавать закуски, он напомнил себе о своем плане на тот вечер, который состоял в том, чтобы раздобыть супер-ультрамодный предмет для романтических отношений. Так как он был популярен благодаря своей эффективности и распродавался через несколько минут после поступления в продажу. Внезапно он на кого-то наткнулся. Это был Читагоу. На их лицах было написано явное разочарование. Было ясно, что им надоело видеть друг друга. Откуда ни возьмись, парень из продуктового киоска Ичиго последовал за ним и попросил его угостить пивом других парней, но когда он заметил, что Ичиго был с Чигой, которую он знал как подружку Ичиго, он спросил, Ичиго должен оставить работу и наслаждаться оставшейся частью фестиваля. Это не оставило Ичиго выбора, так как парень вернулся, не дав ему возможности объясниться. Читоги наслаждался всем, пока они бродили по фестивалю. Она даже разрешила Ичиго поиграть с ней в игру, в которой она попросила его поймать рыбу, и он поймал. Многие люди были поражены тем, насколько искусно он ловил этих рыб.
Они и не подозревали, что казаки и Тачибана тайно следили за ними повсюду. Бродя по окрестностям, Ичиго заметил, что у магазина стоит множество людей. Там он вспомнил, что именно в этом магазине продаются амулеты для отношений. Он поспешил туда, но был обеспокоен огромной толпой. Откуда ни возьмись, Джитоги взял его за руку, чтобы они не разлучались. Но почему он вдруг почувствовал себя неловко? Он пришел туда, чтобы купить амулет для отношений с казаки, но почему его сердце забилось как сумасшедшее в тот момент, когда она взяла его за руку? Что это значит? Именно в тот момент, когда он получил амулет для отношений, он был разлучен с Читоги. Он увидел руку, которая пыталась дотянуться до него, и он подумал, что это Итоги, но это был Кайдзаки. Когда их глаза встретились, на их лицах отразился шок. Учитывая этот сценарий, означает ли это, что очарование отношений начало действовать? История любви, которую они так долго ждали, наконец-то начала происходить? Несмотря на то, что Ичиго был с казаки, он, похоже, не мог избавиться от беспокойства за Читоги. Именно поэтому он осматривал все вокруг в надежде увидеть ее. Когда его амулет упал на землю, казаки подняла его, но ее туфелька внезапно сломалась. Увидев, в каком она была состоянии, он предложил ей покататься на спине. В ее глазах светилось счастье, хотя она так сильно краснела от смущения. После того, как они починили тапочки Анадоры, они заметили, что очарование внезапно исчезло. Оказалось, что кошка украла его и убежала. Ичиго побежал за ним, но, похоже, не смог его поймать. Однако амулет упал прямо перед Читоги. Когда она заметила бегущего Ичиго, она спросила его, принадлежит ли этот амулет ему. Когда он посмотрел на нее, на его лице был заметен румянец. Он был немного удивлен, увидев ее в юкате. Оно ей очень шло. Когда Читоги шла позади Ичиго, она увидела табличку, гласящую, что если мужчина дарит женщине амулет для отношений, это означает, что он делает предложение. Ичиго, который ничего об этом не знал, внезапно подарил ей амулет. Она внезапно разволновалась, а ее лицо слегка покраснело. Она была совершенно сбита с толку его действиями. Однако в тот момент, когда он увидел знак, он поспешно объяснил, что вручение ей этих амулетов ничего для него не значило. Солнечным днем Ичиго вместе с Читоги и еще несколькими друзьями отправились на пляж, чтобы немного повеселиться. В разгар игры Читоги взял небольшой перерыв, чтобы отдохнуть. Она все еще не могла забыть о том, что произошло во время фестиваля, и думала, что бы она сделала, если бы это было предложение. Она тут же выбросила эти мысли из головы, потому что ничего более нелепого не случилось бы и за миллион лет. Чтобы разделить обязанности по приготовлению ужина, группа друзей решила сотрудничать друг с другом, чтобы легче было выполнять задания. Ичиго стал партнером Читоги, и они начали покупать некоторые ингредиенты и нарезать их. В процессе нарезки они случайно коснулись рук друг друга, что привело их обоих в замешательство. Читоги была в глубоком замешательстве от того, что она почувствовала, когда их руки соприкоснулись. Почему она вдруг почувствовала себя странно, ведь она уже привыкла прикасаться к его рукам, когда они все еще притворялись парой. Значит ли это что-то еще? Во время нарезки Читоги случайно порезалась. Ичиго предложил ей помощь, но она была довольно упряма и отказалась, как вдруг он взял ее за руку и заклеил рану пластырем. Ее лицо покраснело в тот момент, когда она почувствовала прикосновение его рук к своей коже. Она даже не могла смотреть на него. Даже один его вид может привести ее в такое смущение. После ужина Ичиго наслаждался спокойным видом на море, когда из ниоткуда появился казаки. Они начали с удовольствием разговаривать о разных вещах, и радость и смех были видны на их лицах. Позже это заставило казаки осознать, что всякий раз, когда она разговаривала с Ичиго, она чувствовала себя еще более живой. Он ей действительно очень нравился, до такой степени, что она хотела, чтобы этот момент длился вечно. Читоги отправился на поиски Ичиго и Кадзаки. Когда она уже почти подошла к ним, она услышала, как Кадзаки спрашивает Ичиго, можно ли его поцеловать. Кадзаки был еще больше взволнован тем, что она только что сказала. Почему она это сказала? Неужели это просто мысль, которая внезапно пришла ей в голову? Что же она собиралась делать? Между ними царила такая приятная атмосфера, но ее воображение просто разыгралось. Она так волновалась, что Ичиго может подумать, что она странная, но Ичиго с другой стороны даже не слышал, что она сказала, так как ненадолго заснул. Испытав такое унижение, она поспешно направилась обратно к своим друзьям и успокоилась. Увидев, что произошло на расстоянии, Читоги подумала, что она, должно быть, ослышалась, что сказал Казаки, так как она думала, что Казаки не из тех, кто просто так сказал бы что-то подобное. Ичиго заметил ее и спросил, что она делает, избегая еще большего контакта с ним. Она сказала, что ничего страшного, и сразу же вернулась к своим друзьям. На следующий день, когда они строили замок из песка, Читоги поделилась с Казаки своей историей о том, как ее подруга внезапно почувствовала себя по-другому. И стала она легко впадала в волнение всякий раз, когда была с этим парнем. Слушая ее, Казаки пришла к выводу, что ее подруга, вероятно, была влюблена в этого парня. Это вызвало бурную реакцию Читоги. На первом этапе она все отрицала и не хотела в это верить.
Но мы все видим, что это было отчасти правдой. Все ее реакции по отношению к нему имели смысл. В то время как другие играли с бенгальскими огнями на берегу моря, Чутоги, казалось, нигде не было видно. Именно поэтому Ичиго начал искать ее, но нашел только на каменной мостовой, где она смотрела на море, погруженная в какие-то глубокие мысли. Он сидел рядом с ней, спрашивал, что случилось, когда ему неожиданно задали вопрос: а получится ли у них что-нибудь, если они действительно встречались? На этот вопрос он не решался ответить, но все равно ответил. Он сказал ей, что у них ничего не получится, потому что она не в его вкусе. Она не была грациозной и милой, скорее она была жестокой. Услышав эти слова, исходящие от него, Читоги почувствовала себя так, словно ядовитый кинжал вонзился ей в сердце. Она ничего не могла с собой поделать. Она агрессивно крикнула ему, чтобы он заткнулся, что удивило его. Он никогда раньше не видел, чтобы она так реагировала. Он попытался дотянуться до нее, но прежде чем он успел что-то сказать, она встала и убежала. Вот так и закончились их летние каникулы. Ичиго и Читоги не сказали друг другу ни единого слова. Ичиго и Казаки были выбраны на роль Ромео и Джульетты, и они оба не могли сдержать своего счастья, зная, что втайне любят друг друга и собираются разыграть это вместе. Однако, несмотря на это, он не мог перестать думать о Читоге. После увольнения Ичиго побежал за Читоги и спросил о том, что происходит. Он сделал что-то не так по отношению к ней, что привело к ее определенному поведению. Но все, что он получил, это холодный ответ от нее, сказав, что это было все это ерунда, и перестать вести себя дружелюбно по отношению к ней, когда они даже не были на публике. Это просто свело Ичиго с ума. Он был настолько сбит с толку ее реакции, что не знал, что делать. Все, чего он хотел, это проведать ее, так как он очень волновался за нее. В кабинете учителя Казаки заметил фотографию, на которой она была изображена на заднем плане в нижнем белье. Оказалось, что Ичиго отдал фотографию учителю, так как она была слишком провокационной, и другие ученики могли ее увидеть. Практика, похоже, не принесла ничего хорошего. Люди, которые играли разные роли, даже не относились серьезно к практике, особенно Тачибана, который просто мешал игре. Во время практики Ичиго Сатитоги гуляла со своими одноклассниками. Прямо там и тогда он решил больше не думать о ней и просто сосредоточиться на игре. «Играй». В шикарных костюмах, шитых клубом шитья Amazing, Ичиго выглядел восхитительно в костюме принца. Как только его взгляд упал на Анадеру, он не мог не поразиться тому, насколько она красива. Ее кожа была бледной, как снег, а волосы черными, как уголь, и они идеально сочетались с платьем, которое было на ней надето. Но несмотря на то, что она стояла перед ним, Ичиго все еще задавался вопросом, как бы выглядела Читоги в этом платье. Пока Читоги шла по коридору, Ичиго побежал за ней, чтобы сообщить, что Четырехглазый начинает относиться к ним с подозрением, и что они должны снова вести себя так, как будто они пара. Но Читоги с этим не согласился. Она больше не хотела заниматься этим делом. Она не хотела иметь с ним ничего общего, и это также было причиной, по которой она отказалась от роли Джульетты. Она хотела вернуться к тому, чем они были раньше, к незнакомцам. Шок отразился на лице Ичиго, когда его мысли начали всплывать на поверхность. Он даже усомнился, чувствовал ли Шиитоги то же самое все это время, потому что рядом с ней ему казалось, что он должен притворяться ее парнем. Узнав, что они уже встречались много лет назад, он почувствовал, что между ними уже есть связь. Он подумал, что в последнее время она чувствовала то же самое. Аура Ичиго стала намного темнее. Он начал провоцировать ее, говоря им, что то, что у них было тогда, было всего лишь фальшивкой, и что воспоминание о том дне 10 лет назад было просто пониманием ее старика. Часть. По крайней мере, Читоги никак не могла быть той девушкой, которой он дал обещание. Если бы они оба даже сейчас не могли поладить, у них бы ничего не вышло. Огромная пощечина ударила его по лицу, не дав ему закончить фразу. Кипя от гнева, Читоги больше не мог этого выносить и оставил его там в полном одиночестве. На культурном фестивале Ичиго и Кадзаки готовились к выступлению, когда внезапно один из сотрудников упал с лестницы. Пытаясь помочь, Кадзаки вывихнула ногу и больше не могла играть в спектакле. Но Ичиго не мог этого допустить. Он не мог допустить, чтобы все усилия, вложенные другими людьми в постановку, пропали даром. Именно поэтому он побежал искать Шитоги, так как знал, что она справится с этой пьесой вместе с ним. Когда он увидел Шитоги, его щеки внезапно покраснели. Ну что же, с этим ничего нельзя было поделать. Она была похожа на принцессу. Спектакль начался, но уже в самом начале что-то пошло не так. Вся пьеса была хаотичной. Вместо грустной драматической истории любви получилась комедийная история любви из-за личных чувств актеров, в которую вошли даже Клод и американские полицейские. Но все же они смогли это сделать, и зрителям понравилось то, что они сделали. Сидя и любуясь прекрасным голубым небом, Ичиго и Читоги разговаривали о пьесе,
как вдруг Читоги извинился. Она извинилась за свое ужасное поведение, за то, что говорила ужасные вещи, и за то, что ударила его по лицу. Она пообещала ему, что вернется к своей обычной жизни, и именно поэтому она была бы очень признательна, если бы он простил ее. Шокированный внезапной переменой в поведении Тоги, Ичиго не видел причин, по которым он не мог бы простить ее. Все, чего он хотел, это чтобы они вернулись к тому, чем были раньше. Люди начали приветствовать их, как только они вернулись в класс. Они хвалили их за усердную работу и за то, какими потрясающими они были в актерском мастерстве. Это показывает, что несмотря на несоблюдение последовательности действий и сценария, а также хаос в пьесе, многим людям все равно было очень весело смотреть пьесу. Когда Ичиго заметил казаки, они поговорили о том, как прошла пьеса. Он каким-то образом заметил, что она действительно хотела сыграть Джульетту, но была лишена этого шанса из-за печальных событий. Чтобы она прочувствовала себя Джульеттой, он привел ее на крышу в их костюмах. Когда солнце садилось, они снова разыграли пьесу, глядя друг другу в глаза, в полном одиночестве на крыше, где медленно сгущалась темнота. Началось еще одно утро, но теперь было что-то новое, потому что Читоги наконец поняла, что ей нравится Ичиго. Люди говорят, что когда тебе кто-то нравится, мир начинает выглядеть совершенно по-другому. Но для нее это было не так, поскольку она вообще не заметила никаких существенных изменений. Глядя на Ичиго, который сидел рядом с ней, она поняла, что романтика, о которой она когда-либо мечтала, была вынуждена разделить с ним. Это было хорошо, что она знала, что влюблена в него, но как она на самом деле хотела, чтобы все обернулось? Учитывая, что он ей нравился, означает ли это, что она тоже хотела встречаться с ним или что-то в этом роде? Или даже быть его настоящей девушкой? У нее в голове были такие разные вопросы, что она даже испытала стресс. В школьном саду Ичиго показал Дзитоги, Кадзаки и Тачибане, что она наконец-то вернула его медальон. Тачибана подбежал к нему и попытался открыть его медальон, чтобы они уже знали, кто его первая любовь. Но Читоги остановил их и сказал, что сейчас неподходящее время для этого. Она еще не открыла его, и не было необходимости спешить, но, по правде говоря, ей было страшно узнать, кто это был. Газаки, с другой стороны, подумал, что будет лучше, если они откроют его прямо сейчас. Хотя, возможно, это произошло, когда они были детьми, она все равно хотела знать, кто это был. Ичиго был ошеломлен разными мнениями, исходящими от девочек, но как бы сильно он не хотел открыть медальон, он не мог, так как он все еще был сломан, и ему нужно было найти его. Есть способ открыть его, не ломая. В классе Джитоги разговаривала со своими одноклассниками, когда заметила, что у нее пересохли губы из-за зимнего сезона. Ее одноклассница одолжила ей свой блеск для губ и даже подарила его ей, так как он ей очень шел, и даже пошутила, что это заставит Ичиго ослабеть в конце урока. Колени. На следующее утро, когда Читоги гуляла с Ичиго по дороге в школу, она слишком сильно старалась привлечь его внимание к своим губам, надеясь, что он похвалит их, но он был таким тупым. Он даже не заметил, что она нанесла на губы немного блеска для губерниях. Поскольку блеск для губ не подействовал, на следующий день она использовала другой шампунь, надеясь, что он заметит разницу в запахе. Однако и это не помогло. В своей спальне она размышляла о том, что произошло, и поняла, что даже девочки не всегда замечают блеск для губ или шампунь. Неудивительно, что Ичиго тоже этого не замечал. Она не могла винить его за это. Ей нужно было сделать это более очевидным, и именно поэтому она решила сделать маникюр в надежде, что он заметит. Однако даже с такими красивыми ногтями Ичиго ничего не заметил, что очень расстроило Читоги. Именно поэтому она решила сделать гораздо более очевидный шаг. Она начала носить разные ленточки, надеясь, что он наконец заметит очевидную разницу. Однако, как бы она ни старалась, чтобы он это заметил, ей казалось, что Ичиго слишком туповат. На лице Читоги ясно читалось разочарование. Она так старалась, чтобы он заметил разницу в ее надеждах на какой-нибудь комплимент, но, казалось, было так трудно заставить тупого человека сделать это. Когда они шли домой, Читоги настойчиво спросил Ичиго, что он заметил в ней за последние несколько дней. Оказалось, что он действительно заметил, что она пользовалась блеском для губ 3 дня назад, но на самом деле не указал ей на это. Это вызвало улыбку на ее лице, потому что она знала, что ей действительно удалось заставить его обратить внимание на эти вещи. Пока Ичиго разговаривал с Цугуми, внезапно раздался выстрел. К счастью, Цугуми оказался достаточно быстро, чтобы толкнуть Ичиго. Затем она начала драться с девушкой, которая пыталась выстрелить в нее, в то время как Ичиго пытался остановить их голыми руками, в результате чего он получил незначительные травмы. Вместо Цугуми она представила ему девушку. Оказалось, что девушка, с которой она подралась, была ее бывшей коллегой Паулой Макой. Она пришла, чтобы свести счеты с Цугуми. С того самого дня, как Цугуми узурпировала ее статус номер 1, она считала ее примером для подражания. Но увидев, какой Цугуми сейчас была, она была сильно разочарована. В течение последних нескольких дней, когда она наблюдала за ней, она наблюдала за тем, как Цугуми жила своей нынешней жизнью. Как девочка по соседству, живущая самодовольной дегенеративной жизнью. Именно поэтому Паула пришла сюда, потому что она не могла позволить Цугуми так опуститься. Перед тем, как вернуться в Америку, Паула вызвала Цугуми на дуэль. В этой дуэли победит тот, кто первым поцелует Ичиго.
В тот момент, когда Пола приподняла подбородок Ичиго, Цугуми выстрелил. Ичиго попытался убежать от них обоих, когда услышал приближающиеся выстрелы, но Пола бежала за ним, а Цугуми уже стоял перед ним. Цугуми подошла к нему поближе и попыталась поцеловать, но у нее ничего не получилось. Воспользовавшись ситуацией, Паулу устроила дымовую завесу и затащила Ичиго в подвал. Находясь в подвале, Ичиго беспокоился о том, что может сделать Паула, когда внезапно раздался мощный взрыв, разрушивший вход. Это была Сугуми, убийственная аура, окружавшая ее, удивила их обоих. В мгновение ока ее нигде не было видно, когда она неожиданно ударила ногой по огромному шесту, отчего тот сломался. Именно тогда Паула поняла, что Цугуми вовсе не потеряла своего превосходства, но она показала, что этот момент был даже лучше, чем раньше. Внезапно Цугуми встала перед Ичиго. Она наклонилась ближе, когда их взгляды встретились. Она приложила пальцы к его губам и поцеловала их. Это был ее собственный способ сорвать поцелуй с его губ. Хотя это и было косвенным, Пола не давала никаких указаний, что это должно быть прямым. В конце концов, Сугуми поняла, что все, чего хотела Пола, это чтобы она признала это. Именно это она и сделала. Она сказала ей, как гордиться ею и ее достижениями, что заставило Паулу разрыдаться. Это было именно то, что она хотела услышать от нее все это время. Рождество уже не за горами. Глаза студентов были полны волнения, когда они планировали, чем заняться на Рождество. Однако в случае с Читоги этого не произошло. Нервозность была очевидна на ее лице. Когда солнце село, по дороге домой они остановились в парке. Ичиго спросил, почему она не выглядит взволнованной, зная, что приближается Рождество. Это потому, что в тот день приезжала ее мама. Она должна была быть счастлива, верно? Но у нее все получилось не так. Ее мама была генеральным директором, владела несколькими компаниями по всему миру, посвящала этому все свое время и постоянно путешествовала, чтобы управлять ими. Именно поэтому Читоги почти не чувствовала, что у нее есть мать. Она на самом деле не знала, каково это иметь мать, которая всегда была рядом с ней, и кроме того, она также боялась своей матери. Ичиго чувствовал к ней жалость. Он не знал, что именно через это ей пришлось пройти. В середине их разговора позвонил ее отец и сообщил, что ее мать завтра уезжает домой, и хуже всего было то, что он хотел, чтобы она познакомила Ичиго со своей матерью. Ее лицо побледнело. Она не знала, что делать. Все это произошло так внезапно. Все были заняты. Слуги были в панике, но делали все возможное, чтобы все было идеально, потому что мэм Хана возвращалась домой. Наблюдая за тем, как слуги готовятся, Читоги предупредила Ичиго, чтобы он не делал ничего смешного в присутствии ее мамы и вел себя наилучшим образом. Иначе случится что-то, что ему не понравится. От этого у Ичиго подкосились ноги. Неужели ее мать действительно была такой страшной? Из машины вышла женщина с черными волосами, собранными в конский хвост. Это была мать Тритоги. Она выглядела моложе, чем ожидалось, и даже могла сойти за старшую сестру Тритоги. Ее муж сразу же поприветствовал ее и обнял. Они пережили приятный момент вместе, когда внезапно она вспомнила о том, о чем просила его месяц назад. Она спросила его, сделал ли он это, но, к сожалению, он этого не сделал. Она была разочарована и попросила дворецких запереть его в библиотеке в качестве наказания. Она внезапно обратила свое внимание на Читоги, который выглядел встревоженным, но все же поприветствовал ее и в конце концов представил Ичиго как своего парня. Она начала расспрашивать Читоги о ее успеваемости и была глубоко встревожена, когда узнала, что Читоги занимает 5-е место во всей школе. Услышав, как встревожена ее мать, Читоги не знала, как реагировать. Единственное, в чем она была уверена, так это в следующем. Она была опустошена. Она заметила ленту, которую носила Читоги. Это была та самая лента, которую она подарила ей, когда была маленькой. Такая лента для нее ничего не значила. Она попросила ее купить столько, сколько сможет, потому что она совсем истрепалась и будет выглядеть более стильно. Перед тем, как мадам Ханна ушла, ее телохранитель сообщил ей, что еще одна секретарша упала в обморок. Это было огромной проблемой, так как не было никого, кто мог бы заменить ее секретаршу, работающую в 72-часовую смену, потому что все они были в больнице. Ее взгляд упал на Ичиго, и она неожиданно назначила его своим секретарем до Рождества, что удивило их всех. Как это произошло? Этого просто не могло быть. Читоки пыталась остановить свою мать, но мадам Флауэр уже приняла решение. Она сделала это, чтобы Ичиго получил ее признание и доказал, что он достоин быть парнем ее дочери. И если ему удастся это доказать, она вознаградит их за ночь в эксклюзивном люксе 5-звездочного отеля в канун Рождества, что принесет им огромную пользу. Взволнованная реакция этих двоих. Ичиго не смог возразить, так как двое телохранителей взяли его за руки и повели к машине. Работать секретарем мадам Ханны оказалось еще труднее, чем казалось на первый взгляд. Ичиго ждал длинный список расписаний и задач. Ему даже поручили задания с невообразимым сроком выполнения. Неудивительно, что многие секретари теряли работу из-за этого. В надежде провести сочельник вместе, Читоги позвонила своей маме и попыталась пригласить ее. Однако, прежде чем она успела это сделать, ее мама сказала ей, что проведет этот день на работе. Это повергло ее в депрессию. За всю свою жизнь она почти не проводила времени со своей матерью. Она не чувствовала, что у нее кто-то есть. Была ли работа важнее? Неужели она не могла пожертвовать одним днем, чтобы провести его со своей дочерью? Она вообще ценит свою дочь? Мысли Читоги переполняли ее, и она задавалась вопросом, важна ли она вообще для своей матери.
Тяжелая работа Ичиго принесла свои плоды. Несмотря на этот стресс из-за постоянных поручений, которые ему давали, он сумел заслужить признание мадам Ханны. Она предложила ему премию, но вместо того, чтобы получить ее, он хотел, чтобы она сделала что-то другое, а именно провела сочельник с Читоги. Он выполнил все задания, которые она ему поручила, и даже скорректировал ее расписание, чтобы у нее было время побыть с дочерью, но она не хотела этого делать. Но Ичиго был довольно убедителен. Он даже купил подарок для Читоги от имени Ханны. Ханна сказала ему, что на самом деле ему не обязательно это делать, потому что у нее уже есть подарок. В тот момент, когда она открыла свой ящик, там появились десятки подарков. Это были те подарки, которые она не смогла подарить своей дочери. Она никогда не забывала покупать их на каждое Рождество. Она хотела сделать это, но решила не дарить, потому что думала, что ее дочь ненавидит ее и не хочет проводить с ней Рождество. Но на самом деле все было совсем наоборот. Читоги жаждала любви своей матери и хотела провести Рождество с ней. Это стало последней каплей для Ичиго. Он немедленно отправился на поиски Читоги, чтобы они могли провести сочельник вместе, даже если у них оставалось совсем немного времени. Холодный ветерок коснулся ее кожи. Наблюдая за падающим снегом, Читоги вспомнила свои детские воспоминания с мамой. Сможет ли она когда-нибудь снова почувствовать себя полностью уязвимой рядом с ней? Сможет ли она когда-нибудь почувствовать себя нормальной матерью и дочерью рядом с ней? Она скучала по этому. Она скучала по ней. Она скучала по тому, что у них было раньше. Внезапно из ниоткуда раздался громкий голос, зовущий ее. Это был Ичиго. Он подошел к ней и заставил сесть в машину. По дороге туда они попали в пробку, и именно поэтому Ичиго одолжил велосипед у случайного прохожего и воспользовался им, чтобы они приехали в отель вовремя. Но к тому времени, когда они прибыли туда, мадам Хана уже ушла. Они поспешно отправились в аэропорт, но к тому времени, когда они прибыли, самолет мадам Ханы уже улетел. Переполненный таким гневом, Ичиго позвонил ей, а затем попросил вернуться и перестать винить во всем свою работу. Он внезапно передал ее телефон Читоги. В тот момент, когда она произнесла слово «мама», реальность обрушилась на мадам Ханну. Почему она так себя вела? Почему она убегала от своей дочери? Почему она постоянно работала вместо того, чтобы уделять ей время? Без каких-либо колебаний самолет развернулся и сразу же приземлился. Мадам Ханна вышла из него. Их глаза встретились. Они были полны страстного желания быть друг с другом. Ханна заговорила, спрашивая Читоги, любит ли она ее по-прежнему. Читоги все еще любила свою маму, даже несмотря на то, что ей было страшно, даже несмотря на то, что она никогда не видела ее. Даже несмотря на то, что все, что она делала, это накричать на нее, несмотря на то, что она никогда не смотрела на нее. И несмотря на то, что она боялась ее, она все равно любила ее. Услышав все это от своей дочери, из глаз мадам Ханны потекли слезы, и она подбежала к дочери, чтобы обнять ее. После многих лет, когда они скрывали свои истинные чувства, наконец-то пришло время, когда они смогли излить все это. Все это произошло благодаря Ичиго, который приложил столько усилий, чтобы помочь им обоим. Мадам Хана и Читоги проводили время, наслаждаясь обществом друг друга. В середине разговора Хана вручила ей подарок для Читоги. Это был новый аксессуар для волос. Читоги он понравился, но она предпочла использовать вместо него свою старую ленту. Вот тут Хана вспомнила, что именно из-за Ичиго Читоги использует эту ленту. 10 лет назад она читала, что девочка носила красную ленту. Ичиго подошел к ней и сказал, что она будет выглядеть еще красивее, если тоже наденет ленту, и из-за этого она продолжала умолять свою маму купить такую же. На следующий день Ичиго и Читоги выпроводили мадам Хану из аэропорта, но перед тем, как она наконец направилась в зону посадки, она поблагодарила Ичиго за то, что он сделал. Если бы не он, она бы не поладила со своей дочерью. Она даже шепнула ему, что он все это время знал, что они только притворялись любовниками, и это привело его в замешательство. Он чувствовал себя смущенным и глупым из-за того, что выкладывался по полной, когда она знала, что все это было притворством с самого начала. Но было ли это на самом деле ничем иным, как притворством? Были ли его чувства к Читоге действительно фальшивыми? Ханна сомневалась в этом. Группа людей собралась перед доской объявлений, потому что там был опубликован текущий рейтинг студентов. Здесь царили самые разные эмоции. Некоторые были счастливы, потому что их рейтинг был выше, а некоторые были подавлены из-за того, что их рейтинг был ниже. Однако с Тачибаной все было по-другому. Обычно ученики чувствовали бы себя подавленными, если бы их поместили в более низкий ранг, но она ничего не чувствовала по этому поводу. Несмотря на то, что занимала 185 место из 207. Ичиго, вместе с Читоги я решил помочь ей в учебе, так как на следующий день у нее была контрольная по математике. Даже в первом классе было довольно заметно, что Танчубана на самом деле не воспринимала это всерьез, так как она просто постоянно дурачилась. Именно поэтому он спросил ее, как она поступила в школу, если она воспринимала все это слишком легкомысленно. Это произошло потому, что она провела всю ночь перед вступительным экзаменом и сдала его. Это доказало, что она не была глупой, ей просто не хватало мотивации к учебе. Ичиго и Читоги старались изо всех сил, обучая Тачибану, и не заметили, как все они задремали. Однако, несмотря на все усилия, которые они приложили, обучая ее,
Ты поверил, что Тачибана все равно не прошла тест, и ей пришлось пересдавать его еще раз? Она была так близка к сдаче, что ей не хватило всего 2 баллов. На следующее утро Тачибана отправилась в дом Ичиго, чтобы навестить своего попугая, так как ей нужно было уехать куда-то со своей семьей на несколько дней. Ичиго с радостью взял ее попугая к себе и даже провел всю ночь, обучая попугая различным словам, которым он должен подражать. Однако на следующее утро клетка была открыта, а его нигде не было видно. Он вышел на улицу. Он хотел выкрикнуть имя попугая, но ему было так неловко, что Тачибана назвал его так же, как и его самого. Он бегал вокруг в поисках попугая, когда вдруг что-то услышал. Это был попугай, который говорил провокационные вещи, о которых, несомненно, думал его владелец. Но прежде чем он наконец поймал его, ему пришлось пережить столько конфузов. Ему пришлось кричать: «Тачибана Марика, я люблю вас», прежде чем попугай подлетел к нему. Как раз в тот момент, когда он держал попугая, остановилась машина, и Тачибана вышел. Оказалось, что все это и было ее планом. Она хотела, чтобы он прокричал об этом на весь город, пока она тайно записывала. В итоге Ичиго почувствовал себя ужасно неловко из-за того, что она сделала. 14 февраля, и это был день Святого Валентина. Атмосфера любви витала повсюду, и студенты признавались друг другу в любви и раздавали шоколадные конфеты. Ичиго был в классе слегка разочарован, так как хотел испытать, как девочка дарит ему шоколад, но никто этого не сделал. Он пошел к Мейко и увидел, как Цугуми дарит ему шоколад. Он уже собирался вернуться в класс, когда внезапно появился Тачибана, толкая перед собой огромную скульптуру, изображающую его самого. Взволнованный увиденным, поспешно убежал, в то время как Тачибана толкала скульптуру, преследуя его. Увидев подарок Тачибаны для Ичиго, Казаки тоже решила активизировать свою игру. Она остановила Ичиго, чтобы вручить подарок, но прежде чем она успела его вручить, она упала на пол. Она убежала, держа подарок в руках, и не смогла отдать его ему, потому что он был разбит вдребезги. Когда Ичиго искал Казаки, он увидел, как Сугуми бежит за Мейко. Она спросила, почему она бежит за ним, а все потому, что Мейко высмеяла ее, сказав, что эти девочки подарили ей шоколад, потому что она ее ненавидит. И в ответ он также отдал эти шоколадки Мейко, потому что она тоже чувствовала, что способ. Осознание того, что даже такая девушка, как Цугуми, получает шоколад на День Святого Валентина, заставило его надуться еще больше. Он тоже хотел испытать это на себе. Видя отчаяние Ичиго, она полезла в карман и достала кусочек шоколада. Когда на ее лице начал появляться румянец, она медленно протянула его Ичиго, сказав, что существует обязательная шоколадная система. Она сделала это, чтобы поднять ему настроение, и это было довольно успешно. В его глазах было столько счастья в тот момент, когда он получил эту шоколадку, что он не мог в полной мере отблагодарить ее за то, что она заставила его испытать все это. И за то, что она была первым человеком, подарившим ему шоколад, хотя это было всего лишь обязательно. Проходя по коридору, он увидел повсюду огромные куски шоколада, и в тот момент, когда он посмотрел туда, откуда они взялись, он увидел Тачибану, которая сидела с безнадежным видом рядом с шоколадной скульптурой, которую она сделала и которая была вся разбита. Он чувствовал себя виноватым. Если бы только он не убежал, ничего подобного не случилось бы. Он бы не оставил ее старания без внимания. Вот почему он все еще ел это. Несмотря на то, что он был разбит вдребезги, он все еще хотел, чтобы она знала, что он ценит то, что она для него сделала, и благодарен ей за ее усилия. Перед окончанием рабочего дня Читоги пошла отдать шоколад, который она приготовила для Ичиго. На вкус он был не очень вкусным, но ему удалось сделать вид, что это очень вкусно, так как он не хотел, чтобы она чувствовала себя плохо. Несмотря на то, что блюдо было не из лучших, он все равно был благодарен ей за те усилия, которые она приложила. По дороге домой Читоги попробовала шоколад, который она приготовила, и была удивлена его вкусом. Это было ужасно. Оказалось, что она использовала соль вместо сахара. Но он все еще не мог найти Кадзаки, и Ичиго решил вернуться домой, как вдруг кто-то позвал его. Это был Кадзаки. Она подбежала к нему и застенчиво протянула ему еще один кусок пирога, который испекла сама. Его щеки покраснели. Это действительно было для него. Он все еще не мог поверить, что Казаки дарит ему шоколад. Это был домашний шоколад, и он без колебаний съел его. Когда он смаковал его, ему казалось, что вкусовые ощущения смешиваются у него во рту. Это было на удивление вкусно. Он никогда не ел такого вкусного шоколада. Это сделало Казаки счастливой, потому что она никогда в жизни не готовила ничего вкуснее. При мысли о том, что Казаки приготовила этот шоколад для него, кровь прилила к его щекам. Хочешь шоколадку от своей пассии? Правда? Как же ему может повезти? Весенний сезон начался с того, что начали распускаться вишни. Девочка с косичкой на боку по имени Хару направлялась в школу, когда ее остановили 4 здоровенных парней. Ее ноги начали подкашиваться, и страх начал нарастать в тот момент, когда она почувствовала, что эти парни хотят причинить ей вред. Когда они начали приставать к ней, у нее внезапно закружилась голова. Ее зрение начало затуманиваться, но перед тем, как она потеряла сознание, она увидела силуэт мужчины. Это был Ичиго. Затем он попросил
парней перестать пугать девочку, но они его не послушали. Внезапно пришли слуги из дома Ичиго, так как он что-то забыл. В тот момент, когда 4 здоровяков увидели слугу Ичиго, их охватил страх, и они убежали. Оказалось, что девочка училась в той же школе, что и он. Он не мог просто оставить ее лежать на улице, и именно поэтому он отвез ее в клинику их школы. После того, что случилось, Хару была твердо уверена, что парень, который спас ее, был ее прекрасным принцем, и она сделает все возможное, чтобы найти его. Когда она шла по коридору с кучей бумаг в руках, на нее наткнулся здоровенный парень. Бумаги были разбросаны повсюду. Она начала собирать их, как вдруг какой-то парень помог ей. Это был Ичиго. Она понятия не имела, кто он такой, но была очень благодарна, что он помог ей собрать бумаги. Когда они шли в преподавательскую, Ичиго предложил ей немного помочь, если она в чем-то нуждается, так как она все еще первокурсница и может в чем-то нуждаться. В середине их разговора Хару рассказала, что один парень помог ей ранее, и она хотела поблагодарить его лично. Ичиго знал, что это был он, но не хотел говорить об этом, так как не хотел, чтобы она чувствовала себя чем-то обязанной ему. Внезапно кто-то позвал Ичиго, и в тот момент, когда Хару узнала, что это Ичиго, на ее лице отразился шок. Она была слишком удивлена, узнав, что это Ичиго, который был известен как сын лидера якудзы Шойгуми, у которого, несмотря на то, что у него была потрясающе красивая девушка, есть целый гарем хорошеньких девушек в его полном распоряжении. Хару была настолько увлечена слухами, что решила, что все добрые поступки Ичиго по отношению к ней были вызваны его намерением залезть к ней в трусики. Она даже не потрудилась выслушать его объяснения. Внезапно появился Казаки, и Хару подбежала к ней и предупредила Ичиго, чтобы он никогда не приходил за ее сестрой. Он был удивлен. Он не знал, что Хару — сестра Казаки. Наконец-то закончился первый день занятий в школе. Хару подошла к доске объявлений, чтобы найти клуб, в который можно вступить. Один клуб заинтересовал ее. Это был клуб по уходу за животными. Когда она вошла в приют для животных в своей школе, она увидела Ичиго, который разговаривал с гусем, кормя его. И говорил гусыне, что он надеется, что Казаки придет, чтобы они могли вместе вернуться домой. В ее организме накапливался кипящий гнев. Она тут же подошла к нему и предупредила, чтобы он никогда не разговаривал с ее сестрой, когда внезапно гусь, игравший с ее юбкой, поднял ее вверх. Ичиго случайно увидел ее нижнее белье. Из-за гнева и смущения, которое она испытывала, Хару не смогла удержаться и ударила его по лицу. Когда они вместе принимали ванну, Кадзаки попросил Хару не быть такой резкой по отношению к Ичиго. Все, что она знала, это слухи о нем, а правда заключалась в том, что он был очень добрым человеком. Он был вдумчивым, он всегда думал о других, и если он видел, что кто-то попал в беду, он не мог просто стоять в стороне. Он не беспокоился о том, что с ним может случиться, и был счастлив до тех пор, пока человек, которому он помогал, был счастлив. Именно таким парнем он и был. Но несмотря на все эти объяснения, Хару оставался невозмутимым. Приняв ванну, Хару все еще думала о человеке, который помог ей, как вдруг она вспомнила о подсказке, которая поможет найти этого человека, и это будет медальон этого человека. У мамы Казаки были проблемы. Двое из их сотрудников были недоступны, и им некем было заменить их. Внезапно она вспомнила об Ичиго и попросила Казаки узнать, свободен ли он. На следующий день пришел Ичиго, и в тот момент, когда он вошел в магазин, кровь Хару закипела. Он не мог сдержать своей ненависти к Ичиго. Именно поэтому Казаки пытался заставить ее подружиться с ним. Когда она готовила выпечку, Казаки оставила их вдвоем под каким-то предлогом, что ей нужно купить кое-какие ингредиенты. Находясь на кухне, было совершенно ясно, как сильно Хару его ненавидит. Она еще раз предупредила его, чтобы он никогда не приближался к Казаки, и даже рассказала о слухах, которые она слышала о нем. В попытке ослабить ее ненависть к нему, Ичиго попытался объяснить свою позицию и даже попытался сказать ей, что именно он спас ее от тех парней, которые преследовали ее. Однако, вместо того, чтобы поблагодарить его, она возненавидела его еще больше. Она назвала его лжецом, который пытался разрушить имидж своего принца. Ичиго сдался. Он не хотел усугублять ситуацию и просто смирился с тем, что Хару видит его именно таким. Он спросил Хару, чем он может помочь, но Хару, которого раздражало само его существование, попросил его ничего не делать, только сидеть, что он и сделал. Наблюдая, как Хару готовит, Ичиго не мог не удивиться и даже похвалил ее за то, насколько она искусна. Он действительно мог сказать, что ей нравится то, что она делает. То, как она обращалась со своими инструментами и как отточенно выполняла каждый свой шаг, показалось ему потрясающим. Он даже поспорил, что все, что она делала, было действительно вкусным. Но Хару подумал, что он мог знать об этом. Он, скорее всего, просто говорил что-то на словах, что никогда не сделает ее счастливой. Желая помочь, Ичиго встал и направился к кухонному столу. Он начал делать свою работу, стараясь не мешать Хару. Наблюдая за ним, Хару заметил, как он двигается. В этом не было ничего дилетантского. Он действительно знал, что делает. Из чистого любопытства она спросила его, готовит ли он дома японские десерты. Он так и сделал, с тех пор, как попробовал работать неполный рабочий день в их магазине, и ему это действительно понравилось. В тот момент, когда она попробовала это, ее рот восхитился изысканной сладостью и шелковистой текстурой. Ичиго поделился, что он использовал фаршированные моти от Судзумии в качестве примера, что быстро вызвало у нее интерес,
и так начался их разговор о Моте от Судзумии. Но вскоре был прерван, когда Хару заметил, что она начала относиться к нему снисходительнее. Ее вспыльчивость по отношению к нему вернулась как раз в тот момент, когда она поняла, что делает. Хару уже собиралась переложить стопки Моти, когда Ичиго заметил, что они вот-вот упадут из-за того, насколько тяжелыми они были. Он стоял у нее за спиной и помогал ей, в то время как его руки случайно касались ее рук. Она была взволнована, ее щеки покраснели, когда она осознала, в каком положении они оказались. Она просила его оставить ее, но он не смог. Если бы он это сделал, эти горы Моти могли бы упасть. Удивленный внезапным появлением Казаки, Хару случайно отпустил ее, и она упала на пол. В тот момент, когда их мама услышала шум, она вбежала на кухню и увидела груды Моти, разбросанные по полу. Ее кровь прилила к лицу, на нем был виден кипящий гнев. В итоге она отругала Ичиго и Хару, которые проявили безответственность в своей работе. После урока Ичиго был один в классе, когда неожиданно пришел его учитель. Она искала других учеников, но они уже разошлись по домам. Именно поэтому она попросила его оказать ей кое-какую услугу. Оказалось, что она совершенно забыла о том, что в ее обязанности входило поручать ученикам чистить школьный бассейн. Она попросила Ичиго пригласить кого-нибудь из его друзей, чтобы они помогли ему почистить бассейн. День уборки начался. Пришли его обычные друзья Хару и Пола Маккой. Они так весело проводили время за уборкой, что это даже перестало казаться рутинной работой. После нескольких часов уборки они наконец-то съели свои закуски. Хару заметил, что Паула к ним не присоединилась. Вместо этого она сидела на ветвях дерева и наблюдала, как они наслаждаются едой. Хару забралась наверх, чтобы присоединиться к ней, и заметила, как Пола смотрит на Цугуми. Затем она рассказала, что Казаки была ее старшей сестрой, и она действительно очень восхищалась ею. Ей было интересно, чувствовала ли Пола то же самое по отношению к Цугуми. Разозлившись, Паула попросила ее перестать уделять ей так много внимания, поскольку это не ее дело. Пока остальные играли в бассейне, Паула пряталась в кустах и молча наблюдала за ними. Внезапно на нее вылили ведро воды. В ярости она обернулась, чтобы посмотреть, кто это сделал. Это был Ичиго. Он заметил, что она просто наблюдала, как они веселятся. Именно поэтому он попросил ее присоединиться, поскольку было совершенно очевидно, что она тоже этого хочет. Кроме того, она сказала ему, что хочет узнать больше о мире, в котором раньше жили нормальные люди. И именно поэтому Ичиго подумал, что это прекрасная возможность присоединиться к ним и попробовать, чтобы слиться с толпой. На лице Паулы было написано беспокойство. Она не знала, как вписаться в общую картину. Она понятия не имела, как с ними играть и какое выражение лица у нее должно быть. Но кого волнует выражение лиц? Если бы она не присоединилась к нам, то никогда бы не узнала. Волнение отразилось на их лицах в тот момент, когда Паула присоединилась к ним. Они провели весь день в бассейне, наслаждаясь моментом и получая удовольствие от каждого кусочка. Стоя на пороге дома семьи Анадеры, Ишиго мучился своей постоянной дилеммой, задаваясь вопросом, нормально ли парню навещать девушку дома одному. Рано утром Рури позвонила ему, чтобы он навестил Казаки, которая заболела, так как ей было нечем заняться. Кроме того, она сказала ему, что Казаки хочет, чтобы он приехал, и это повергло его в полный шок. Именно поэтому он действительно приехал. Казаки был удивлен, увидев Ичиго. Он сказал ему, что Ри попросила его пойти туда, но Казаки ничего об этом не знал. Он был взбешен. Ри полностью оправдал его надежды, сказав ему, что Казаки хочет, чтобы он приехал. Как только Хару вошла в дом, она сразу же вытолкала Ичиго вон, но затем внезапно остановилась, как только протянула ей несколько рисовых пирожных с клубникой от Судзумии. Это была очевидная взятка, но из-за этого она позволила ему остаться в их доме на некоторое время. На кухне Ичиго готовил рисовую кашу вместе с Хару. Хару все это время просто критиковал его, говоря, каким плохим человеком он был из-за того, что вел себя двулично. Ичиго просто не знал, что сказать. Она хотела объяснить еще раз, но он знал, что Хару не потрудится его выслушать. После того, как он отдал кашу Казаки, Ичиго внезапно дотронулся до шеи Хару, отчего она испугалась. Однако он не имел в виду ничего плохого. Он просто хотел проверить, не поднялась ли у нее температура, что она и сделала. Ичиго попросил ее отдохнуть, но она отказалась, так как никто не смог бы позаботиться о Казаки, если бы она это сделала. Он предложил позаботиться о ее сестре, но она скорее упала бы в обморок, чем позволила ему это сделать. Но если подумать, то она могла потерять сознание, упасть в обморок из-за того, что слишком сильно на себя давила. Разве Казаки не чувствовал бы себя ответственным за это? Насмотревшись на то, как Хару вела себя по отношению к ней, Ичиго сказал ей, что она не хотела заставлять Казаки чувствовать себя некомфортно и не собиралась этого делать. Успокоенная его словами, она последовала его совету отдохнуть. Ичиго провел весь день, ухаживая за двумя больными дамами, и именно тогда Хару поняла, что была слишком сурова с ним. На самом деле он был добрым и заботливым, как и сказала ее сестра, и она действительно ценила усилия и время, которые он тратил на заботу о ней и о других людях. Ее сестра. Внезапно она вытащила медальон. Ичиго был удивлен, так как думал, что она наконец вернет его ему, но на его лице отразилось разочарование, когда он понял, что она этого не сделает. Она просто собиралась оставить его под его присмотром и отдать ей к тому моменту, когда они со своим принцем наконец встретятся. Но она и не подозревала, что тот, кто спас ее от этих головорезов, стоял прямо перед ней. В школьном саду Ичиго спрашивал Мейка, в кого он влюблен, но не смог получить от него ответа. Вместо этого Ичиго получил несколько подсказок, которые были слишком широкими, чтобы он мог их определить. В середине их разговора Мейка извинилась и ушла, оставив Ичиго позади. Вошла Цугуми.
Он вдруг вспомнил сцену из Дня Святого Валентина, где он увидел ее с Мако. Он начал выяснять, была ли она той девушкой, которая нравилась Мако. Именно поэтому он задал ей несколько вопросов, например, что бы она сделала, если бы кто-то недостижимый или на кого она никогда не могла надеяться, полюбил ее в ответ. В комнате воцарилась тишина. Заметив перемену в настроении Сугуми, он взял свой вопрос обратно и извинился. Ни с того ни с сего она ответила, что скорее всего скроет это. Она никогда никому не расскажет о своих чувствах и никогда не скажет, что он ей нравится. Она будет продолжать скрывать это до того дня, пока любовь не увянет и не умрет. Ичиго был удивлен ее ответом, так как это прозвучало как мнение взрослого человека с огромным опытом. На следующий день их классная руководительница объявила, что в следующем месяце выходит замуж. Весь класс был переполнен счастьем и пожелал своей учительнице удачного замужества. На своем обычном месте Ичиго и Мейка обсуждали женитьбу своей учительницы. Мейка была счастлива за нее и, несомненно, будет скучать по ней. Видя выражение лица Мейка, Ичиго действительно может сказать, что Мейка лгала, и он указал на это. В тот момент он не стал отрицать и признался, что девушка, которая ему нравилась, была их классной руководительницей. Все началось с того момента, как он увидел ее в первый раз. Это было похоже на любовь с первого взгляда. Ичиго предложил Мако признаться, но тот отказался. Рассказывать ей о своих чувствах, чтобы не испытывать сожаления, было бы просто эгоистично, не более того. Кроме того, то, что у него было с ней, само по себе было прекрасным воспоминанием. Он просто взял бы эту безответную любовь и тихо спрятал бы ее в уголке своего сердца, как горько-сладкую страницу своей юности. Если подумать о том, что сказал Мако, то он действительно был прав. Было бы неплохо признаться во всем, поскольку девушка, которая ему нравилась, была обязана выйти замуж за кого-то другого. Но если бы Ичиго был на его месте и однажды ему пришлось бы попрощаться с той, кого он любил, даже не сказав ей о своих чувствах, разве у него не было бы никаких сожалений? Хотя как раз в тот момент, когда он представлял, что это было бы похоже на нанесение ужасного ущерба его душе. Но если бы девушка, которая ему действительно нравилась, была по-настоящему влюблена в кого-то и была счастлива с ним, он бы не стал вставать у них на пути. А признался бы он в этом. В последний день пребывания их классной руководительницы в школе ученики радостно провожали ее, за исключением Мейка, которая стояла на крыше и наблюдала за происходящим. Серое небо. Ичиго пришел повидаться с ним. Перед тем, как их учитель ушел, он дал Мейка толчок сделать то, чего он действительно хотел, и прожить остаток своей юности без лишних слов. Не теряя времени даром, Мейка быстро побежал навстречу любви всей своей жизни. Когда он бежал под дождем, он увидел ее в такси. В тот момент, когда она заметила Мейка, она спросила, что случилось, и он начал признаваться в своих чувствах. Она отнеслась к этому спокойно и посоветовала ему просто наслаждаться своими подростковыми годами. Она была совершенно уверена, что когда-нибудь он станет великим джентльменом. Мучения Казаки начались в тот момент, когда она встала на весы. На ее лице отразился шок, когда она заметила, что набрала вес. На следующий день она пошла в школу, не позавтракав, чтобы хоть как-то сбросить вес. Ичиго сидел на стуле рядом с ней, и, увидев его, она еще больше захотела похудеть. Меньше всего ей хотелось, чтобы он узнал, что она набрала хоть какой-то вес. Когда она шла по коридору, к ней подошел Читоги и напомнил о свидании их девушки. Оказалось, что они планировали пойти в бар, где можно съесть все, что угодно. Она очень хотела похудеть, но отказалась и придумала предлог, чтобы просто уйти. Она объявила голодовку и больше не могла сдерживаться. Именно поэтому она спряталась и попыталась съесть свой обед пораньше. Однако Ичиго заметил ее. Она была взволнована, смущение охватило ее в тот момент, когда их взгляды встретились. В классе Казаки все еще не могла прийти в себя от того, что произошло. Заметив ее действия в тот день, Ичиго подумал, что она ведет себя немного странно. На занятиях по плаванию Казаки действительно был полон решимости сбросить несколько килограммов. Она пошла в бассейн и попыталась плавать, хотя и не знала, как это делается. В конце концов, она утонула. Дома она снова проверила свой вес, надеясь, что он уменьшится, так как она ничего не ела в течение всего дня. И, к ее удивлению, она прибавила в весе. Это был не тот результат, которого она ожидала. На следующий день в школе Ичиго заметил, что она выглядит подавленной. Он хотел как-то подбодрить ее, поэтому приготовил ее любимое блюдо. Ее глаза были полны восторга, но потом она вспомнила, что хочет похудеть, поэтому отвергла его и убежала. Она сидела в школьном саду и смотрела на голубое небо, думая, что, возможно, задела его чувства из-за своего эгоизма. Она хотела извиниться перед ним и задавалась вопросом, позволит ли он ей когда-нибудь снова попробовать ее любимое блюдо. Внезапно кто-то протянул ей чашку чая. Это был Ичиго. Оказалось, что он беспокоился, так как заметил, что она в последнее время ничего не ела. Он подумал, что, приготовив ее любимое блюдо, она хотя бы поест. Она была тронута, узнав, что он все это время беспокоился о ней и даже приложил усилия, чтобы она почувствовала себя лучше. Дома она попыталась еще раз взвеситься. Ее мама увидела ее и сказала, что весы сломаны. Это свело ее с ума. Они были сломаны с самого начала, а это значит, что ее вес даже не был точным. Казаки познакомился с Ичиго, когда они учились в 9 классе. Они толком не разговаривали друг с другом в 1 классе и вскоре стали знакомыми. Он ей нравился, и каждый день она ждала, что он скажет ей доброе утро и до свидания. Именно поэтому, когда она услышала, что он будет учиться в Баньяре в старшей школе, она была опустошена, но в конце концов решила поступить туда же. Она попросила свою подругу Рури, которая тоже решила учиться там, помочь ей подготовиться к вступительным экзаменам.
экзаменам. Она училась усерднее, чем обычно. В день вступительных экзаменов она увидела Ичиго, который был удивлен, увидев ее. Встреча с ним дала ей мотивацию сделать все возможное на экзаменах. Однако, когда пришли результаты экзамена, она была разочарована. У нее ничего не вышло. Ее усилия ни к чему не привели, и хуже всего было то, что она больше никогда не сможет слышать его доброе утро. Шел снег. Казаки сидел на скамейке и думал о том, что только что произошло, когда пришел Ичиго. Он услышал о случившемся и пошел с ней туда, так как она была совсем одна. Он предложил ей одолжить свой шарф, но она его не взяла. Однако было так холодно, что она заставила ее просто взять его с собой. Под снегопадом казаки и Ичиго выглядели как пара. Они были так близки друг к другу, когда делили шарф. В попытке нарушить молчание между ними Ичиго собирался что-то сказать, как вдруг позвонила мама Казаки и сообщила, что она скончалась. Ее зачислили из списка ожидания Баньяри, и они только что получили письмо. Они оба были удивлены, особенно Ичиго, который прыгал вокруг, явно показывая, как он рад за нее. С того дня Казаки и Ичиго стали вести несколько более содержательные беседы. Несмотря на это, несмотря на то, что они оба были уже старшеклассниками, ее любовь еще не была осознана. Но неизменное блаженство ее дней все еще продолжается. В обычный школьный день Читоги очень спешила. В классе она заметила, что потеряла свою любимую ленточку. Это произвело на нее огромное впечатление, так что Ичиго и их друзья предложили ей свою помощь. В попытке поднять ей настроение Ичиго предложил угостить ее раменом, но она отказалась. Глядя на то, какой кроткой она стала, Ичиго не мог спокойно смотреть на нее в таком состоянии. Внезапно он просто подумал, что она горячая штучка. Она выглядела немного женственно. Желая доказать свои мысли, он вызвал ее на поединок по армрестлингу, но потерпел поражение. В итоге он разочаровался в себе из-за того, что возлагал на нее большие надежды. Прошло уже много времени, но они все еще не могли найти ее ленту. Ичиго не оставалось ничего другого, как купить ей новую и обмануть ее, сказав, что это ее старая лента. Но в тот момент, когда она увидела ее, она поняла, что это не ее лента. Испугавшись того, как она может отреагировать, он поспешно извинился, но был удивлен, когда Читоги мягко отреагировала на это. Внезапно Ичиго заметил ее ленту над шестом, но ее унесло ветром. Не раздумывая, Читоги побежала к ней, но она упала на железнодорожные пути, и поезд сбил ее, разорвав на куски. Она была опустошена. Когда Ичиго пришел, оказалось, что порванная лента была новой, и он на самом деле подобрал ее старую ленту. Счастье отразилось на ее лице в тот момент, когда она подтвердила это. Она была невероятно счастлива. Когда они возвращались домой, Читоги подумал о том, чтобы признаться Ичиго, но ему было интересно, с каким выражением он бы посмотрел на нее. Был бы он счастлив? Тебе противно? Она готова поспорить, что он определенно почувствовал бы отвращение. В конце концов, он не воспринимал ее как девушку. В течение нескольких дней она усердно тренировалась, чтобы признаться в своих чувствах. Она пыталась написать письмо и даже практиковалась произносить его вслух, но это казалось таким трудным. Во время свидания с Ичиго она внезапно потеряла самообладание и споткнулась из-за постоянной дилеммы, признаться или нет. Ичиго обработал ее рану и заметил, что в последнее время ее что-то беспокоит. Это его беспокоило. Услышав, как он беспокоится о ней, она почувствовала себя счастливой. Мысль о том, что он думает о ней, сделала ее намного счастливее. Проводя время с Ичиго, она поняла, что должна просто не торопиться и наслаждаться каждым моментом, проведенным с ним. Ей не нужно было спешить с признанием в своих чувствах. Если настанет подходящее время, а ее чувство все равно не изменится, она наберется достаточно смелости, чтобы рассказать ему о своих чувствах. И будь достаточно храброй, чтобы принять то, какой будет его реакция.